Думали, что он просто скромный авантюрист Франга, но он наткнулся на чертову золотую карту слуги, которая вызывает крутую богиню Сранга. И с ее помощью он собирается стать сильнейшим из них всех. Кай, этот молодой парень, решил, что он станет искателем приключений в погоне за золотой славой. Но чертова удача была не на его стороне. Он надрывал свою задницу каждый чертов день в течение последних 2 лет, но он все еще застрял на чертовом первом этаже отеля. Подземелье. Как и в любой другой день, Кай направляется к пещерам, двигаясь чертовски медленно по направлению к слизи на земле. Но вместо того, чтобы схватить меч или нож, как обычные люди, он достает немного инсектицида и, выпрямившись, распыляет 2 бутылки на эту слизь, наблюдая, как она засыхает и умри. Он в восторге от того, как чертовски хорошо у него получилось убивать слизняков. Впрочем, в этом нет ничего удивительного, потому что это его 999-е убийство слизняка. Чувак вкалывал в подземельях как НПК, стараясь достичь отметки в 1000 слизняков. Кай продолжает продвигаться все глубже в подземелье, когда внезапно замечает золотистую слизь, остывающую на столбе. Он очень рад, что ему повезло найти такого редкого спавна для своего 1000-го убийства, но, черт возьми, это будет не так-то просто. Когда он пытается обрызгать его из своей бутылки, эта слизь прямо спрыгивает со столба, как будто в этом нет ничего особенного. Но Кей не позволяет этому его обескуражить, поэтому он хватает новый мощный распылитель, наполненный пестицидом, и взрывает эту слизь, уничтожая ее навсегда. Он празднует свое тысячелетие и чувствует себя чемпионом. Ему не терпится проверить свои характеристики, он думает, что вот-вот перейдет на новый уровень. Но его уровень не изменился, хотя он только что потратил золотую слизь. Он решает не обращать на это внимания, надеясь получить хоть какую-то крутую добычу. Но вместо обычного ядра маны он находит маленькую золотую карточку с нарисованной на ней девушкой. Сначала он ничего не понимает, но потом соображает. Это карта слуги, какой-то очень редкий предмет. Он смотрит на характеристики и узнает, что это слуга Валькирия по имени Сильфи. Он даже пытается найти ее в Инстаграме, но, черт возьми, никакой информации о ней там нет. Кай решает поскорее выбраться из подземелья, пока не начал искать еще что-нибудь. Он направляется обратно и, проходя мимо, видит группу приключенцев в крутых доспехах, на которые Кай может только с завистью смотреть. Он думает, сможет ли он когда-нибудь купить себе такие, и идет к стойке регистрации, чтобы обменять ядра слизи на деньги. Администратор Хицугая дает моему другу Каю 500 йен за ядро слизи, так что в итоге у него получается целых 1500 йен. Это немного разочаровывает, но Кай берет деньги и уходит. Но вдруг он останавливается и спрашивает Хицугаю, знает ли она, сколько стоит редкая карта слуги, особенно если она божественного класса. Хицугая задумывается на минуту и говорит, что такая карта будет стоить больше миллиарда йен, не напрягаясь. Кай в шоке, но держит рот на замке, возвращается к своему шкафчику, бросает туда вещи, переодевается в обычную одежду и сваливает. Оказывается, это подземелье – часть какого-то парка развлечений, где люди могут купить абонемент и ходить туда охотиться за ценными вещами. Потом мы видим маленьких детей в костюмах, которые говорят, что когда вырастут, станут исследователями. Но Кай погружен в свои мысли, все еще думая об этой чертовой карте. Потом, пока он ждет тренировки, он встречает своих друзей Синдзи и Хаэта, и они вместе садятся в поезд. Кай говорит им, что застрял на 3-м уровне, и спрашивает, почему они не исследуют подземелья. Хаэта отвечает, что 2 года назад, когда они только начали исследовать подземелья, они дошли до 2-го уровня и наткнулись на гоблина. Они думали, что легко справиться с этим уродом, но гоблин надрал им задницы. С тех пор Синдзи и Хаэта решили, что подземелье это не для них, и теперь они с удовольствием ходят по другим аттракционам со своими билетами. Позже той ночью Кай выходит из поезда и идет домой. Он ужинает с семьей, принимает ванну и ложится спать. На следующее утро он все еще думает, продать ему эту карту или нет, ведь за 1 миллиард йен он может купить любую броню и столько видеоигр, сколько захочет. Но тут его прерывает голос его девушки Кацу, которая спрашивает, где он был прошлой ночью. Мой человек решает откровенно солгать и утверждает, что был на вечеринке с Синдзи и Хаэта. Но если они оба заметят Кая, то могут на него наехать. Кай быстро отводит их в сторону и умоляет не рассказывать Кацу о том, что он вчера лазил по подземельям, и они соглашаются держать это в секрете. Но когда Кацу спрашивает их, что они делали на вечеринке, они заканчивают тем, что говорят разную чушь, например, играют в аркадные игры, караоке и поиграем в боулинг. Кацу все же не дурак. Он заметил ложь и спрашивает, не попадал ли Кай в подземелье еще раз. Но мой приятель умудряется врать сквозь зубы и едва спасается от жары. Позже в тот же день в школе мой приятель Кай звонит своим друзьям и спрашивает, чтобы они сделали с карточкой слуги. Без колебаний они напрягаются и говорят, что продадут это дерьмо, потому что оно дорого стоит, и ты все равно не сможешь вызвать слугу за пределами подземелий. Кай начинает подумать о том, стоит ли ему заработать на этом предмете, но когда он позже отправляется в подземелье, он решает оставить его себе. Для себя самого. Домосед хочет стать одним из топазовых искателей приключений, которых когда-либо видел мир. Он залегает на дно, следит, чтобы его не засекла камера, и достает карточку. Он призывает Сильфи к Валькирии, чтобы она стала его проповедью, готовая выполнить любую его команду. Внезапно эта карточка начинает светиться, и из нее вырывается ослепительный свет.
Не успеешь оглянуться, как она превращается в массивную женщину с крыльями за спиной и двумя дынями спереди. Она занимается каким-то потусторонним дерьмом, когда хватает Кая и тут же исчезает. Кей ошеломлена, пытаясь понять, что, черт возьми, только что произошло. Затем он оборачивается и видит маленькую хрупкую девушку в доспехах, которая стоит прямо перед ним. Он спрашивает, кто она такая, и интересуется, не потерялся ли здесь кто-нибудь из детей, но эта миниатюрная девушка отвечает, что она Валькирия Сильфи. И с этого момента она его слуга. Все мечты Кея о том, чтобы стать крутым искателем приключений, рушатся в одно мгновение. Он падает на пол, жалея, что не продал карту Дан. Но он берет себя в руки и поднимается. Он говорит Сильфи, что собирается поохотиться на слизней. Она тут же заявляет, что чувствует одного поблизости, и Кей решает проверить ее интуицию и просит отвести его к монстру. Сильфи легко находит слизня, и Кей спрашивает, может ли она убить его для него. Она наклоняется, когда Хелен выходит из укрытия. Кей не ожидал многого от этой маленькой девочки, но черт возьми, Сильфи создает такую мощную атаку молнии, что Кей на секунду думает, что вся пещера сейчас рухнет. Кей подходит к ней и спрашивает, все ли с ней в порядке, но она краснеет и признается, что ужасно голодна и ест какую-то еду. Кей смотрит на нее и вспоминает, что слуги едят маникюры. Поэтому он кормит ее маникюром слизня, и она благодарит его, а потом говорит, что поблизости есть еще слизни. Он спрашивает, восстановилась ли она, и она кивает. Но подождите, Кей останавливает ее и спрашивает, может ли она чувствовать только слизней. Сильфи прямо заявляет, что может чувствовать всех монстров, а не только слизней. Но после каждого сражения она чувствует голод и съедает маникюру. Кей подсчитывает и понимает, что охота на слизней – это не выход. Он не будет зарабатывать деньги таким образом. Поэтому он придумал план и попросил Сильфи выследить для него слизняков, и она с радостью согласилась. А потом он принялся за дело со своими распылителями, убирая этих слизняков одного за другим. Это самый разумный шаг, потому что найти этих слизняков – сущая заноза в заднице. Но так он сможет сразу перейти к делу и уничтожить их своими дешевыми инсектицидными спреями. После того, как он уничтожит их целую кучу, он поднимется до 4 уровня и получит новый пассивный навык под названием «Убийца слизи». Это дерьмо дает ему 50% прирост характеристик, когда он сражается со слизняками. Он, кажется, немного разочарован своим новым умением, но Сильфи поднимает его боевой дух, говоря, что получение навыка само по себе является достижением. Он смотрит на нее, улыбается и благодарит за помощь. Затем он говорит, что ему пора возвращаться домой, так как уже поздно. Софи смотрит на него и спрашивает, скоро ли он позовет ее снова, и он обещает позвать ее как можно скорее. Софи отзывает ее обратно в карточку слуги и начинает свой обратный путь. Он останавливается у стойки регистрации, чтобы продать ядра маны. И Хицугая прямо-таки шокирован, когда она утверждает, что он побил ежедневный рекорд по уничтожению слизи с большим отрывом и спрашивает, как ему это удалось. Кай притворяется невозмутимым и лжет, говоря, что ему просто повезло. Он получает награду в 15 иен и возвращается домой. Позже, тем же вечером, он подумывает о том, чтобы перейти на 2 уровень подземелья. Гоблины могут быть страшными, но он уверен, что с Сильфи на его стороне у них нет ни единого шанса. В детстве он мечтал, как будет смотреть телевизор вместе со своей подругой Кацу. Они смотрели интервью с отцом Кацу, самым известным путешественником. Это интервью вызвало у Кая восторг, и он решил пойти по его стопам и стать путешественником. На следующее утро он проснулся с новой решимостью и уверенностью в себе. Он собрался с духом, взял меч и щит, которые купил на свои с трудом заработанные деньги. Он решил, что очистит все проклятые подземелья и станет самым легендарным путешественником в мире. Они вошли в пещеру и начали идти, когда Сильфи заметила, что что-то не так. Она спросила Кая, все ли с ним в порядке, потому что он был бледен как призрак и дрожал как сумасшедший. Кай очень боялся этой пещеры, но солгал Сильфи, сказав, что просто очень взволнован. Когда Сильфи сказала, что чувствует поблизости гоблина, Кай развернулся и побежал. Сильфи была в замешательстве и спросила, что он делает, но Кай соврал ей, сказав, что у него срочные дела дома. И тут он вспомнил, что видел папу Кацу по телевизору в интервью. Он понял, что не может так просто отказаться от своей мечты, поэтому взял свой деревянный меч и сказал Сильфи, что пойдет первым. Они нашли гоблина, который спал за большим камнем, но Кай был слишком напуган, чтобы что-то сделать. Он спросил Сильфи, сможет ли она его убить. Она согласилась и начала читать заклинание. Гоблин просыпается и сразу же бросается на Кая, но тот успевает выхватить меч и говорит Сильфи, что передумал, но просит ее быть готовой помочь ему. Кай бросается на гоблина, размахивая мечом, но промахивается, и гоблин отступает. На этот раз гоблин нападает на Кая, пытаясь повалить его на землю, но Кай блокирует удар щитом. Они продолжают сражаться, и Кай начинает теснить гоблина. Он отталкивает гоблина, и тот падает на землю. Кай пользуется моментом и наносит смертельный удар мечом, но гоблин блокирует его, хватает меч и обезоруживает Кая. Затем гоблин бросается на него, готовый покончить с ним. Кай отступает, не защищаясь, но вспоминает, что у него есть спрей. Он быстро достает его и брызгает гоблину в глаза. Гоблин слепнет, и Кай пользуется этим, чтобы нанести последний удар.
Он хватает меч и бросается на гоблина, но спотыкается о камень и падает на пол, случайно вонзив меч гоблину прямо в грудь. Сильфи радостно поздравляет Кая, но он все еще напуган до смерти. Он благодарит человека из кристалла за то, что тот спас ему жизнь. Внезапно его окутывает золотое сияние, и он понимает, что снова повысил уровень. Он проверяет свои характеристики и получает новый навык убийца гоблинов. Он не в восторге от этого дерьмового навыка, но решает, что это его навык, и продолжает. Они углубляются в проклятую пещеру, когда на них нападает очередной гоблин. Но Сильфи сдерживает его своим защитным барьером, блокируя все атаки, как настоящий босс, а Кай в это время расправляется с монстром, нанося точные удары. Затем Кай убивает третьего гоблина, ослепив его из пульверизатора, и добивает его. Сильфи тем временем тащит его к следующему гоблину. Кай убивает и этого гоблина, наносит удар, и его уровень повышается до 6. Они продолжают идти, и Кай спрашивает Сильфи, знает ли она что-нибудь об этих подземельях, но Сильфи отвечает, что понятия не имеет. И единственное, что ей известно, это то, что ее задача – помогать своему хозяину. Они идут дальше и находят последнего гоблина за сегодня. Этот урод нападает на Кая, но Сильфи использует свою магию молний и уничтожает чудовище. Кай отдает ей ядро маны, и они выбираются наружу. Кай отдает кристаллы маны Сагае. Он снова врет, что это была просто случайность. Затем он возвращается домой, и тело Дана так болит, что он не может даже встать с кровати. На следующее утро он тащит свою ленивую задницу в школу вместе с Кацу. Кацу догадывается, что Кай был в подземелье, но Кай все отрицает, утверждая, что просто занимался бодибилдингом. Кацу пропускает это мимо ушей, и они продолжают идти. Наконец они добираются до класса, и Кай рассказывает Шинджи и Хаята о своих новых приключениях во втором подземелье. Он рассказывает, как убил 4 гоблинов. Они чертовски удивлены, не могут поверить, что Кай не врет. Но он обещает им, что говорит правду, и говорит, что сегодня они пойдут еще дальше. После школы он вместе с Сильфи отправляется в подземелье. Они начинают исследовать дальние уголки пещеры, уничтожая гоблинов, и у них получается отличная командная работа. Сильфи блокирует атаки, а Кай наносит смертельный удар. Когда Кай устает, Софи выходит вперед и приканчивает монстров своей молниеносной магией. После этого приключения Кай спит как убитый. На следующий день он получает металлический посох, который наносит серьезный урон гоблинам. Но он так чертовски устал, что засыпает даже на уроках. Но это не останавливает его от приключений. Он каждый день спускается в подземелье, уничтожая гоблинов любыми способами, пока не достигнет 10 уровня, что для него очень важно. На этот раз он открывает особый навык под названием «Божественная любовь», который повышает его характеристики с каждым новым уровнем. Сила этого навыка зависит от того, сколько любви и заботы проявляет к нему божественная богиня. Поэтому он решает признаться, что ему нравится исследовать подземелье с такой крутой девушкой, как Сильфи. Но черт возьми, эта бедная простушка даже не подозревает, что он за психопат, поэтому она просто с радостью благодарит его за то, что он рядом, и ей нравится работать с ним. Затем они сталкиваются с сияющим скелетом, с которым раньше не встречались. Кай говорит Сильфи быть начеку, и она создает магический барьер, когда скелеты бросаются на них. Скелет врезается в барьер, пытаясь прорваться. Но прежде чем он успевает это сделать, Кай решает атаковать. Но атака Дэна не приносит результатов, потому что его оружие недостаточно мощное для этого редкого монстра. Он просит Сильфию разобраться с ним, и она начинает читать заклинание и поражает скелета молнией, мгновенно убивая его. На этот раз выпавшее ядро маны ярко-красное. «Кая!» – спрашивает, редкий ли это предмет, но все равно отдает его Сильфии, и она говорит, что вкус у него лучше, чем обычно. Позже, в тот же день, когда он приносит добычу Хицугая, он спрашивает о ядре маны из светящегося скелета. Она говорит, что это довольно редкий предмет и может стоить около 2 миллионов иен, и Кая расстраивается. Он мог бы стать миллионером, но Сильфи съела его деньги. Хицугая говорит, что не стоит переживать, потому что если он столкнулся с этим один раз, есть хороший шанс, что он встретит это снова. Ночью он думает о потерянных деньгах, но решает, что это не важно, потому что он все равно прокачался как сумасшедший. Он начинает думать, что теперь может перейти на 3-й этаж, но знает, что там враги нападают группами и могут быть намного опаснее. Поэтому он решает быть готовым к этому. На следующий день он говорит Сильфии, что хочет, чтобы она просто наблюдала, ничего не делая. Она пугается, думая, что сделала что-то не так, и извиняется. Но Кай объясняет, что хочет перейти на 3-й этаж, но боится, что будет слишком полагаться на нее, поэтому хочет сначала стать сильнее. Софи, кажется, успокаивается и желает ему удачи. А потом из ниоткуда появляется чертов гоблин, прятавшийся за камнем. Кай уверенно говорит Сильфи, чтобы она держалась позади, пока он будет разбираться с этим, но план проваливается, и Кай получает серьезные травмы. Он покупает зелье у Хицугаи, и это отнимает у него все сбережения за день. Той ночью он думает о том, что ему нужно много ядер маны, чтобы прокормить Сильфи и купить лучшее снаряжение. Поэтому он решает начать с нуля и возвращается на 1-й этаж, чтобы убить как можно больше слизней, чтобы получить навыки, уровни и ядра маны.
После нескольких дней тяжелой работы в подземельях в одиночку он наконец-то собирает достаточно ядер маны, чтобы перейти на третий этаж. Но прежде чем они успевают выйти из пещеры, Софи говорит, что чувствует присутствие другого вида слизней. И она права, Кай замечает серебряного слизня неподалеку. Он бросается к нему с пистолетом-распылителем. Но этот гад очень быстрый и уворачивается. К счастью, Сильфи уже готова. Она использует свою магию молнии и убивает слизня. И вот что самое безумное, из слизня выпадает еще одна карта слуги, и это просто невероятная удача. Кай берет карту и видит, что это карта слуги ранга демона по имени Лусерия. Он смотрит на Сильфи, и она выглядит расстроенной, и Кай понимает, что демоны и богини плохо сочетаются. Но даже несмотря на это, он решает следовать своим желаниям и, даже не поговорив об этом с Сильфи, призывает слугу этого демона прямо здесь и сейчас. Их окружает огромное красное пламя, и появляется огромная демоница, которая проходит сквозь Кая в своей эфирной форме, как это было с Сильфи. Он опускает взгляд и видит еще одну низкорослую девушку, но на этот раз у нее крылья летучей мыши и рога на голове. И он понимает, что с демоном и богиней на его стороне его вечеринка будет просто потрясающей. Он в шоке, когда видит, что эта малышка совсем не похожа на ту, что на картинке. В любом случае, они представляются друг другу, и малышка думает, что Кай ненадежный и глупый, а Сильфи недовольна, что она так отзывается о своем хозяине. Лусерия говорит ей, чтобы она не обращала внимания на ее сквернословие, потому что все демоны так разговаривают, и Сильфи это устраивает, если так надо. Затем Лусерия спрашивает Кая о Сильфи и замечает, что она похожа на Валькирию. Сильфи говорит ей, что она такая же служанка Кая, как и она, и что она готова работать вместе. Лусерия чувствует то же самое и просит у Кая немного маникюра, потому что она голодна, но он отказывает ей, говоря, что она еще ничего не сделала. Затем Сильфи замечает поблизости слизь, и Лусерия уверенно вмешивается, чтобы разобраться с ней. Она использует невероятно мощный прием под названием «Адское пламя разрушения» и уничтожает слизь, а Кай отдает ей ядро, когда она просит. Но ей этого мало, и она просит еще. Кай говорит, что у него больше нет, и она думает, что он продешевил. Затем он просит ее показать другой прием, который называется «Едкое дыхание». Конечно, он не в восторге от того, что ему придется работать больше, потому что он не дал ей больше магических ядер, но обещает, что потом поможет ей. После этого она использует едкое дыхание, чтобы убить гоблина, и эта дрянь буквально растворяет бедолагу. Сильфи и Кай не могут на это смотреть, потому что это слишком мерзко. Кай протягивает ей маника, и Люсерии нравится вкус этого оружия, поэтому она предлагает исследовать нижние этажи в поисках более вкусных ядер от более сильных монстров. Но Кай останавливает ее, говоря, что на третьем этаже еще больше монстров. Люсерия не видит в этом проблемы, и Кай говорит, что они должны подготовиться к походу на третий этаж, купив новое оружие и припасы. Он спрашивает, знает ли она это подземелье, и поскольку она не знает, она соглашается послушать его. Он говорит, что они отправятся на третий этаж завтра, потому что сегодня она, возможно, устала. Она не чувствует усталости, но соглашается послушать его, после того, как Софи говорит ей, что она должна слушаться своего хозяина. На следующий день они втроем спускаются на третий этаж, и мы видим, что Кай купил себе в качестве нового оружия арбалет. Софи считает, что оружие ему очень идет, и Кай говорит ей, что арбалет был безумно дорогим, но Люциус говорит, что цена не имеет значения. Затем они замечают двух адских псов, и Кай прицеливается, но промахивается. Адские псы пытаются напасть на него, но Сильфи создает барьер и спасает его. Затем Люсерия уничтожает их адским пламенем, и Кай отдает ей ядро, но она не удовлетворена и хочет еще одно. Но Кай отказывает ей, потому что у него больше не останется ядер, если она будет их все съедать. Она не в восторге от этого, но Кай говорит, что даст ей дополнительное ядро, если она убьет еще монстров, и он обещает ей это. Она предупреждает его, что отправит в ад, если он нарушит обещание, и это немного пугает его. Затем они встречают двух диких кабанов. Лусерия снова использует адское пламя, но поджаривается только один кабан, а второй продолжает нападать. Она пытается ударить его еще раз, но Кай останавливает ее, чтобы выстрелить, и одного выстрела хватает, чтобы убить зверя. Кай удивлен и падает. София пытается помочь своей божественной молнией, но Кай добивает монстра еще одним выстрелом. София хвалит его за это, но Лусерия считает, что он вел себя как слабак. Кай замечает, что он поднялся на 11 уровень, и Лусерия просит у него еще магических ядер. Позже мы видим, как Кай уходит, думая, что не получит никакой прибыли, если будет отдавать все ядра слугам. По пути он слышит разговор группы искателей приключений и узнает, что эти три девушки без проблем доберутся до 6-го этажа. Затем мы видим, как Кай мечтает на уроке, думая, что они смогут добраться до 6-го -4, -2, если поторопятся. Он счастлив, думая о том, что сможет исследовать подземелье, но одноклассники будут его. Они удивляются, как он может быть таким беззаботным, ведь у них недостаточно баллов, чтобы поступить в их мечты школы. Они узнают, что он спокоен, потому что еще не решил, в какую школу пойдет. Кацу подслушивает их и спрашивает, в какую школу пойдет Кай. Но он не знает, что ответить, поэтому спрашивает ее первой. Она говорит, что собирается в Академию Акото, и спрашивает, не собирается ли он туда поступать. Так как он еще не сделал выбор, он говорит ей, что сделает. Она в восторге от того, что они снова будут вместе ходить в школу, и она соглашается, когда один из ее друзей просит помочь с раздачей листовок. Кай спрашивает, чему она так радуется, а его друзья думают, что он слишком наивен. Затем мы видим, как он возвращается в лабиринт, и его друзья убивают всех монстров одного за другим.
В отличие от Сильфи, Лусерия просит у Кая больше ядер, и ему ничего не остается, кроме как подчиниться. Сильфи это не нравится, но Кай не замечает, что она чувствует. Он продолжает давать Лусерии ядра, и когда Сильфи смотрит на него, он спрашивает, что случилось, но она молчит. Он понимает, что что-то не так, но не может понять, что именно. Затем мы видим его дома. Он замечает, что его мама смотрит какую-то дораму по телевизору и видит, что там происходит то же самое, что и у него. Он думает, что Сильфи, наверное, волнуется из-за новой служанки и боится, что это приведет к конфликту между двумя служанками, как в дораме. Он думает, что это было бы ужасно и пытается понять, как это исправить. На следующее утро он встречает Кацу по дороге в школу, и она замечает, что он выглядит очень уставшим. Поговорив с ним, она узнает, что он не спал прошлой ночью. Она спрашивает, не случилось ли чего, и предлагает помочь, если может. Он пытается сказать правду, но решает промолчать и говорит ей, что двое его друзей подружились с двумя девушками, у которых совершенно разные характеры. И тихая девушка не хочет общаться с той, у которой сложный характер. Они все пытаются понять, как им ужиться вместе, и Кай думал об этом всю ночь. Кацу спрашивает, говорил ли он об этом с тихой девушкой, и предлагает спросить ее напрямую. Затем мы видим, что на этот раз Кай вызывает только Сильфи в подземелье, и она спрашивает о Лусерии. Он говорит, что хочет поговорить с ней наедине. Сильфи краснеет, но не очень рада, что он хочет поговорить о Лусерии. Он спрашивает, не злится ли она на Лусерию, и Сильфи отвечает, что это не так. Сначала она думала, что Лусерия немного пугает, но теперь она знает, что демон не хотел ничего плохого. Она просто милая и добрая девушка, и Сильфи любит ее. Кай прямо спрашивает, есть ли у нее какие-нибудь проблемы. Она отвечает, что нет, но он продолжает настаивать. Он говорит, что она важна для него, и это смущает Сильфи. Поскольку он не отстает, она наконец признается, что ее беспокоит одна вещь. Она объясняет, что ее хозяин слишком добрый, чтобы потерять Сирию, и она хочет, чтобы он относился к ней так же. Кай выглядит озадаченным, потому что не думает, что относится к ним по-разному, но Сильфи говорит, что Лусерия недавно получила больше ядер. Она говорит, что раньше могла больше общаться с ним, пока не появилась Лусерия, и теперь хочет, чтобы он разговаривал с ней как раньше. Кай наконец понимает, что она ревнует и соглашается дать ей столько же ядер, сколько и Лусерии, и с этого момента больше с ней разговаривает. Сильфи очень рада это слышать. Позже мы видим, как Кай уже кормит обеих девушек одним и тем же ядром Корса. Он также хвалит Сильфи за ее убийственную атаку на монстра, с которым они только что столкнулись. Затем Лусерия хочет, чтобы он похвалил ее, и он это делает, и она начинает важничать. Затем они встречают дикого кабана, и Сильфи просто убивает его, повышая свой уровень. Кай замечает, что все ее характеристики сильно выросли, и она очень этому рада, а Лусерия ее поздравляет. Потом они встречают 3 адских псов, и Сильфи убивает их всех одной атакой. Кай удивлен, что она теперь может убить сразу 3. Затем они сталкиваются с еще одним диким кабаном, и Сильфи защищает всех барьером. Кай замечает, что ее барьеры стали прочнее, и Лусерия пытается атаковать кабана, но Кай останавливает ее и справляется сам. Он дает Сильфи еще несколько ядер, и Лусерия недовольна, что ничего не сделала. Затем Сильфи тихо спрашивает его о чем-то, но он не слышит. Он просит ее говорить громче, и она смущенно просит его дать ей еще ядер. Позже он понимает, что повышение уровня также увеличило ее аппетит, и он обменивает ядра на деньги. Хицугая замечает, что Кай стал приносить меньше ядер, и это его не радует. На следующий день мы видим, как он убивает слизней на 1 уровне подземелья. Оказывается, он уже убил 25 из них. Софи хвалит его за это, но Лусерия недовольна, потому что она не может сражаться. Кай говорит ей, что не может копить ядра маны, если она будет сражаться вместе с ним. Она спрашивает, зачем он ее призвал, если это так, но Сильфи говорит, что она просто рада поддерживать своего хозяина. Кай ценит их поддержку, и Лусерия тоже счастлива. Но она не слишком честна в своих чувствах, поэтому тихо говорит, что будет продолжать поддерживать его. После этого он продает ядра слизней, и Хицугая спрашивает, что с ним не так, потому что он приносит только ядра слизней. Кай говорит, что просто хочет ненадолго вернуться на 1 этаж. Хицугая не может этого понять, потому что он уже должен быть готов к 4 этажу. Затем мы видим, как Кайдо ищет в интернете какое-нибудь крутое снаряжение. Он может быть физически готов к 4 этажу, но его снаряжение не подходит для этого. Он думает о покупке новой брони и находит крутой костюм из углеродных моноволокон. Но это чертовски дорого и не по карману, поэтому он понимает, что ему нужно заработать больше денег. Сцена снова переключается на него в подземелье. Он видит синюю металлическую слизь и думает, что это должно быть благословение его бога. Он надеется, что получит какую-нибудь карту. Затем Лусерия и Сильфи окружают слизь и вместе нападают на нее. У слизи нет шансов, но Кай замечает, что вместо карты слуги из нее выпадает магический шар. Он объясняет, что с помощью этого шара он может освоить свое заклинание и стать волшебником, поэтому он бросает шар на землю, чтобы использовать его. Это дает ему новое заклинание под названием «Водяной шар», и он очень хочет его опробовать. Он замечает адскую гончую и решает испытать его на ней.
Люсерия говорит Сильфи, чтобы та поставила барьер и защитила их. Затем он приказывает Люсерии убить монстра, если он промахнется. Сильфи ставит барьер и атакует адскую гончую водяным шаром, но это не наносит монстру никакого урона, поэтому Люций вмешивается и убивает его, прежде чем тот успевает напасть на них. Кай разочарован тем, что его магия бесполезна, но Сильфи пытается подбодрить его, говоря, что это все равно чертовски круто, что он может использовать магию. Люсерия добавляет, что по крайней мере ему больше не придется беспокоиться о том, чтобы пить воду. Но Кай думает, что лучше бы он продал этот магический шар. Ночью мы видим, как Кай сидит в парке, погруженный в свои мысли, и к нему подходит Кацу. Она спрашивает, что он делает здесь в такой час, и он чуть не проболтался о своем новом магическом навыке. Но меняет тему и начинает рассказывать о каком-то отстойном фильме, который только что вышел, и о том, как он разочаровался, когда они с другом пошли его посмотреть. Они вместе идут домой, и Кай узнает, что Кацу только что вернулась из своей школы. Кай начинает думать, не разозлилась ли она на него, и мы видим, что Кацу заметила, что он что-то скрывает. Кай задается вопросом, не ревнует ли она, как Сильфи, и хотя он прав, он думает, что это невозможно. На следующий день Кай возвращается в подземелье, чтобы потренироваться в создании водного шара. Он начинает медленно, бросая водяной шар в стену, но это почти ничего не дает, только стена намокает. Кай уже чертовски устал от одного заклинания, но продолжает тренироваться. Со второй попытки он запускает водяной шар так быстро, как только может, и они с Сильфи в восторге. Но Люсерию это не впечатляет, потому что после 2 водяных шаров Кай полностью выдыхается и падает на землю. Он возвращается домой и сразу же засыпает, как только ложится в постель. Во сне Кай вспоминает, как в детстве смотрел по телевизору отца Кацу и мечтал стать таким же искателем приключений, как он. Вдохновленный этой мечтой, он на следующий день отправляется в подземелье и снова начинает тренироваться. Сегодня он стал намного быстрее и стреляет водяными шарами в стены подземелья. Но в конце концов у него заканчивается мана. Он делает небольшой перерыв, чтобы отдышаться, но как только чувствует себя лучше, сразу же возвращается к тренировкам. На этот раз он начинает экспериментировать с формой водяного шара и превращает его в куб. Он в восторге от успеха и продолжает экспериментировать, придавая шару разные формы. Но потом быстро устает и падает на спину. Выходя из подземелья, он спотыкается и падает прямо в объятия другого искателя приключений. Он быстро встает и извиняется, но этот зрелый искатель приключений спрашивает, все ли с ним в порядке. Кай говорит, что да, и уходит, но эта мамочка беспокоится, потому что он выглядит не очень хорошо. Но ее команда впечатлена его стараниями и отправляется в подземелье. Позже Кай засыпает на уроке, и когда учитель его будет, он кричит, что сегодня он будет тренироваться изо всех сил. Весь класс смеется. На перемене друзья подходят к нему и спрашивают, о чем он говорил на тренировке. Кай отвечает, что отрабатывает важный навык для успеха в подземелье. Но тут появляется Кацу. Она спрашивает, тренируется ли он для подземелья, но Кай меняет тему и говорит, что он говорит о танцевальной тренировке. Кацу успокаивается и просит его не переусердствовать. Затем она говорит, что хочет однажды увидеть его танцевальное выступление, и уходит, оставляя Кая и его друзей одних. На следующий день Кай возвращается в подземелье, чтобы по-настоящему сразиться со своим водным шаром. Он стреляет им в гоблина, но вместо того, чтобы лопнуть, как обычно, шар с водой становится твердым и забивает гоблину дыхательные пути, отчего тот задыхается и умирает. Сильфи и Люсерия хвалят его за это, но потом Кай понимает, что больше не получает очки опыта за монстров на 3-м этаже. Значит, пришло время им подняться на 4-й этаж и прокачаться. Кай понимает, что ему нужна крутая экипировка, если он хочет пройти 4-й этаж, поэтому решает наконец-то купить то, что давно хотел. На следующий день он приходит в обтягивающем костюме. Софи считает, что он выглядит круто, но Люсерия разбивает его эго в пух и прах, называя его слабаком. Кай говорит ей, что костюм дорогой и сделан из углеродных нанотрубок, которые защищают его от повреждений, но при этом он тонкий и легкий. Он объясняет, что костюм отлично защищает от стрел и других колющих атак. А еще у него есть браслет, усиливающий магию, благодаря которому даже его слабые заклинания будут наносить больше урона. Но он еще не проверял его, потому что такой возможности нет. Кай начинает хвастаться другими вещами, которые он купил, например, зельем, но Люсерия уводит Сильфи, потому что ей надоело представление Кая. В конце концов, они добираются до 4-го этажа, где Сильфи чувствует приближение огромного монстра. Прежде чем Кай успевает заглянуть в энциклопедию монстров, чтобы узнать, с кем они столкнулись, появляется гигантский таракан, и обе девушки пугаются и прижимаются друг к другу. Они начинают без остановки швыряться заклинаниями в таракана-монстра, пока бегут по подземелью, и Кай старается не отставать, потому что не хочет оставаться один. Когда они выдыхаются, Сильфи и Люсерия делают передышку и чуть не нападают на Кая, когда он подбегает к ним. Сильфи бросается к нему и обнимает, говоря, что она была в ужасе, но Люсерия продолжает играть свою роль и говорит, что не боится каких-то жалких жуков. Софи извиняется перед Каем за то, что оставила его, и просит его отругать ее. Он говорит ей, что не злится, потому что они за рекордное время зачистили 4-й этаж, и он собрал много ядер маны у побежденных монстров. Люсерия отказывается есть мерзкие кристаллы с жуками, но она слишком голодна, чтобы отказаться. Оказывается, кристаллы на вкус такие же отвратительные, как и ожидала Софи.
Кай говорит, что раз у них есть кристаллы, им стоит поискать на 5-м этаже. Софи чувствует песчаного монстра и еще одного поблизости. Кай прицеливается из арбалета, но его первая стрела промахивается, а вторая попадает прямо в песчаного монстра, который тут же нападает на него. Кай зовет Сильфи, которая быстро подбегает и создает барьер, чтобы защитить его. Кай понимает, что эти два монстра невосприимчивы к физическим атакам, поэтому обращается за помощью к Лусерии, и она уничтожает их огненной атакой. Кай спрашивает, не нужно ли ей пополнить ману мерзкими кристаллами, но ни Лусерия, ни Сильфи не хотят прикасаться к этой гадости. Они продолжают исследовать 5-й этаж, но, похоже, поблизости больше нет монстров. Именно в этот момент Сильфи замечает что-то странное на стене, но Кай не видит в этом ничего особенного. Софи решает приложить все усилия и пробить дыру в стене своей молниеносной атакой. И, черт возьми, это открывает секретный проход. Они направляются внутрь, и Кай предупреждает девочек, чтобы они остерегались любых ловушек. Но как раз в тот момент, когда он это говорил, Люцерия говорит ему, что уже слишком поздно предупреждать. Она нажимает на спусковой крючок ловушки, и из нее вылетает стрела. Но вместо того, чтобы попасть в Люцерию, она вонзает когти в Кая, и он оказывается на земле, корчась от боли. Вся его команда волнуется, но, к счастью, его комбинезон защищает его от любых серьезных повреждений, так что он приходит в себя через несколько минут. Они продолжают двигаться вперед, но тут Люциус наступает прямо на еще одну плитку-ловушку. На этот раз Кай отступает назад, чтобы избежать стрелы, но вместо этого получает удар молнии. Однако, как ни удивительно, он в полном порядке и чувствует себя немного бодрым. Мусерия говорит ему, чтобы он перестал заставлять ее волноваться, но когда он спрашивает, действительно ли она беспокоилась о нем, она вся светится и возвращается к своему обычному режиму. В конце концов, они натыкаются на массивные ворота с крутой росписью на них, и Сильфи чувствует безумно сильное присутствие с другой стороны, сбоку. Кай готов покончить с этим и отправиться домой, но две девочки не позволят ему так легко сорваться с крючка. Он пытается открыть ворота, но они не поддаются. Так что Софи просто обрушивает на них свою молниеносную атаку, и Кай искренне надеется, что его не обвинят в уничтожении имущества подземелья. Они заходят внутрь и сталкиваются лицом к лицу с двумя крутыми монстрами. Один из них красный огр, а другой огромный слизняк. Кай понимает, что отступать уже поздно, и приказывает своим девочкам сначала разобраться с красным огрем. Они выпускают молнии и атакуют огнем. Но огр даже не вздрагивает, потому что у него иммунитет к урону от навыков. Затем огр бросается на них, но барьер Сильфи блокирует его атаку. Кай приказывает Лусерии разобраться со слизнем, а сам стреляет в красного огра из арбалета. Каждая стрела, выпущенная им, наносит урон, но у Кая заканчиваются стрелы. Разозленный огр начинает бить по барьеру, а Лусерия пытается справиться со слизнем. В качестве последнего средства Кай решает использовать свой водяной шар. Он создает водяной шар, но тот замерзает из-за эффекта браслета. Он бросает ледяной шар в красного огра, постепенно уменьшая его здоровье. Но Кай понимает, что его мана на исходе. Тогда он решает использовать свой последний шанс и превращает ледяные шары в острые сосульки, которые наносят больший урон красному огру. Последними 3 выстрелами Кай убивает красного огра, и теперь остался только слизень. Слизень собирается ударить Лусерию, но Кай прыгает и защищает ее своим щитом. Он сдерживает слизня и приказывает Сильфи приготовиться к атаке божественным копьем. Но, черт возьми, его щит и доспехи начинают плавиться. Сильфи атакует слизня божественным копьем и пронзает его насквозь. Но даже это не наносит монстру большого урона. Кай уже готов сдаться, но потом вспоминает о своем герое и бросается вперед, уворачиваясь от атак слизня. А потом он достает свой верный спрей от насекомых, потому что, хоть это и гигант, но все равно слизь. Здоровье слизи продолжает падать, и Сильфи защищает Кая своим магическим барьером. Кай достает 2 бутылки с лекарством и распыляет их на слизь. Наконец, здоровье слизи падает до 0, и она погибает. Девочки радостно обнимают Кая, но случайно задевают его больное плечо. Но он не расстраивается, потому что выпивает зелье здоровья. После этого Лусерия повышает свой уровень, а Кай проверяет свои характеристики и тоже видит, что его уровень сильно вырос. Он не теряет времени и начинает собирать ядра маны. Он натыкается на красное ядро огра, которое, как он знает, стоит кучу денег. Но вместо ядра слизи он находит редкий магический меч. Он больше похож на нож, чем на меч. Позже Кай отдает красное ядро огра Хицугая, которое интересно, где он его нашел. Он рассказывает ей о скрытом подземелье на 5-м этаже и о том, как он победил босса. Хицугая говорит, что им нужно поскорее проверить это подземелье, и добавляет, что красное ядро маны стоит кучу денег. Кай рад это слышать, и Хицугая сообщает ему еще одну хорошую новость. На следующей неделе они вместе будут проходить 7-й этаж. На следующей неделе Кай приходит на мероприятие и встречает 3 девушек, с которыми познакомился накануне. Эри, 3-я участница, представляется, а розововолосую девушку зовут Мика, а последнюю Хикари. Кай представляется и говорит, что они все будут в одной команде. Тем временем Кацу видит сон о прошлом, где ее отец уходит в подземелье. Она просит его вернуться как можно скорее, и он обещает ей, что вернется домой пораньше, чтобы они могли поужинать вместе. Затем он уходит, и Кацу просыпается. Она решает пойти к своей подруге, чтобы позаниматься.
Выйдя из дома, она начинает думать, чем сегодня занят Кай, тренировкой по танцам или по боевым искусствам. Затем мы видим, как участники мероприятия выстраиваются в очередь, чтобы телепортироваться. Команда Кая держится за руки, стоя в круге телепортации, и затем бац! Они на 6-м этаже. Кай очень рад, что они добрались без происшествий. Он говорит остальным, что это всего лишь второй раз, когда он пользуется вратами, и поэтому очень нервничал. Он объясняет, что в первый раз он воспользовался вратами, чтобы вчера попасть с 6-го этажа на 1-й. Он узнает, что у них то же самое, и они тоже нервничают. Вскоре они встречают сотрудника, который ведет их к лестнице, ведущей на 7-й этаж. Сотрудник сообщает им, что сегодняшнее мероприятие продлится 3 часа. Подойдя к лестнице, они замечают магазин. Ари спрашивает Кая, не хочет ли он что-нибудь купить, и Кай думает, что это очень удобно, что в подземелье есть магазин, и решает купить еще пестицидов для своего спрея. Его товарищи по команде замечают, что у него много багажа, но Кай удивляется, что они путешествуют налегке, и они объясняют, что у них есть волшебные сумки. Кай в шоке, потому что волшебные сумки стоят как особняк. Они говорят, что родители купили им эти сумки, и Кай понимает, что они из богатых семей. Затем Эри спрашивает Кая, есть ли у него подходящее снаряжение. Он смущенно признается, что начал с малого, и постепенно покупает все необходимое на деньги, которые заработал на продаже магических ядер. Майка замечает, что на нем только облегающий костюм, и Хикари ругает ее за грубость. Затем они все готовятся и отправляются на 7-й этаж. Исследуя этаж, они разговаривают, и Кай узнает, что на этом уровне в основном появляются монстры-големы. Услышав это, он понимает, что его товарищи по команде, должно быть, разведали этот этаж, и они объясняют, что разведка местности необходима для победы в любой игре. Кай соглашается, но также знает, что это гораздо серьезнее, чем просто игра. Внезапно они замечают приближающиеся тени и быстро готовятся к бою. Но вскоре они понимают, что это всего лишь сотрудники, которые убирают подземелье. Сотрудники говорят им, что они должны выложиться на все 100 и уходят. Кай говорит всем, что у него 16-й уровень, и спрашивает, какой у них. Ари отвечает, что у нее 18-й уровень, а Хикари и Мика говорят, что у них 15-й. Мика также упоминает, что у Хикари магическая сила 5,5, что удивляет Кая, ведь у него только половина от этого, и он думает, что она потрясающая. Затем они сталкиваются с каменным големом. Ари приказывает Хикари приготовиться к бою и использовать магию, а Мика велит защищать Икари, пока она сражается с големом. Кай спрашивает, что ему делать, и Ори говорит ему прикрывать ее. Ари атакует голема и побеждает его в одиночку. Кай впечатлен. Затем они сталкиваются с бронзовым големом, и Хикари использует заклинание «Волна земли», чтобы заманить его в болото, а Мика призывает своего слугу Снетча, который уклоняется от атак голема и накладывает на него заклинание ветра. Затем Хикари использует огненный шар, а Ари добивает его копьем. Кай поражен их слаженной работой. Затем он замечает монстра позади Мака и Икари, и они оборачиваются, чтобы увидеть железного голема. Кай стреляет в него из арбалета, но это не помогает. Ари не дает монстру напасть на Мика и Хикари, но кожа голема слишком прочная, чтобы ее атака нанесла какой-то реальный урон. Хикари использует огненный шар, а Мика атакует Снетчем, но ни одна из их атак не действует, и монстр ранит Снетча. Видя это, Кай решает, что ему нужно призвать Сильфи или Луцерию. Но он роняет нож из сумки и вспоминает, что читал об этом волшебном мече в интернете. Он узнает, что меч наносит столько урона, сколько представляет себе пользователь, и Кай решает, что ему нужно представить, как он побеждает монстра. Он просит Ари использовать волну земли, чтобы поймать монстра в ловушку. Она так и делает, и монстр оказывается в ловушке. Затем Кай просит Ари отвлечь монстра, и она начинает атаковать. Кай нападает на монстра сзади с помощью волшебного меча, представляя, как тот взрывается, и монстр действительно взрывается. Кай достает волшебный меч Боузера, и остальные замечают это. Позже они сидят в кафе и обсуждают свои приключения в подземелье. Они говорят о мече Кая, и Кай объясняет, что получил его в качестве дропа, и рад, что он сработал, ведь это был его первый раз, когда он его использовал. Кай спрашивает Мака, как дела у Снарта, и с облегчением узнает, что с ним все в порядке. Кай говорит, что впервые увидел Карбункула и никогда раньше не видел его на видео. Мака объясняет, что проповеди нельзя снимать на камеру, и Ари спрашивает Кая, видел ли он кого-нибудь из них на видео. Кай понимает, что не видел, и это объясняет, почему представители гильдии никогда не спрашивали его о Сильфи и Лусерии. Он задается вопросом, знают ли они о Снарте. Мака объясняет, что она забирает Снарта с аукциона и регистрирует его в гильдии, поэтому все о нем знают. Мика предлагает всем прикрепить одинаковые ключи к своим волшебным сумкам в память об участии в событии, и все соглашаются. Позже Ари предлагает Каю присоединиться к их группе в качестве кермита, объясняя, что на каждом 5-м этаже есть порталы, и их цель — добраться до портала на 11-м этаже. Кай соглашается, но настаивает, что он обычный исследователь и не такой особенный, как они. Они успокаивают его, говоря, что с ним им будет безопаснее. Они спрашивают, есть ли у него кто-то на примете, и напоминают Каю о Софии Лусерии. Кай беспокоится, что если они узнают, что он берет с собой в подземелье 2 маленьких девочек, его могут наказать. Он просит немного времени, чтобы подумать. Мика спрашивает, не против ли он пойти на их вечеринку, но он уверяет ее, что сначала ему нужно с кем-то посоветоваться, и он даст ответ позже.
Они понимают, и Эри просит его связаться с ней, как только он определится. Он соглашается, и сцена меняется, показывая, что он возвращается в подземелье. Там он вызывает своих слуг, которые расстроены, что он не позвал их раньше. Кай объясняет, что он подумывает о том, чтобы собрать группу, но его слуги недовольны и не могут поверить, что это первое, о чем он говорит после встречи с ними. Он говорит, что не бросал их, а просто был занят и не смог позвать их утром. Он пытается снова заговорить о группе, но они настаивают, что им и втроем хорошо. Кай настаивает, но Сильфи твердо говорит ему, что на этом разговор окончен. Люсерия злится на него за то, что он всегда называет ее полным именем, и Кай не знает, как еще ее называть. Она говорит, что он называет Сильфи по прозвищу, и Кай понимает, что на этот раз Люсерия ревнует. Он предлагает несколько прозвищ для нее, но ей нравится Люс. Она говорит, что теперь Кай должен называть ее так, и он соглашается. Затем они вдвоем отправляются исследовать подземелье, и Кай говорит, что они так и не решили, что делать с вечеринкой, но они игнорируют его. На следующий день, по дороге в школу, Кацу спрашивает Кая, занимался ли он танцами на выходных или тренировал мышцы, и Кай отвечает, что делал и то, и другое. Она рада это слышать и спрашивает, не хочет ли он пойти с ней за покупками в следующую субботу, и он застенчиво соглашается. Затем Кацу замечает впереди одну из своих подруг, и остаток пути идет с ней. Кай тоже встречает своих друзей, и они спрашивают его, куда он идет. Кай не думает, что Кацу захочет пойти с ним на свидание, и его друзья разочарованы, видя, что он ничего не понимает. Они спрашивают его о мероприятии и интересуются, не с каким-нибудь стариком ли он идет, но он отвечает, что с 3 девушками, одна на 2 года старше его, другая его ровесница, а третья на год младше. Услышав это, его друзья думают, что подземелье оказалось интереснее, чем они ожидали, и тоже хотят туда вернуться. Затем сцена переносится на субботу, Кай забирает Кацу из дома, и они идут на станцию метро. Там он видит трансляцию шоу о подземельях. Из нее мы узнаем, что магические ядра – это ценный ресурс, который можно обменять на деньги. Они до сих пор не знают, как их использовать, но в них заключена неизвестная энергия, которая может пригодиться в будущем. Увидев это, Кацу думает, что Кай действительно интересуется подземельями и просит его забыть об этом на сегодня и сосредоточиться на походе по магазинам, и он соглашается. Пока они гуляют по городу, Кацу думает, когда же они в последний раз вот так ходили вдвоем. Кай вспоминает, как они были маленькими и как папа водил их по разным местам. Кацу вспоминает их походы в кино и на пикники и предлагает сходить в кино в следующий раз, на что Кай соглашается. Затем они отправляются по магазинам за одеждой. Кацу примеряет несколько нарядов, и Кай хвалит каждый из них. Наконец она спрашивает, какой ему больше нравится, и он выбирает тот, что на ней. После этого они идут в парк, где Кацу замечает лодки и предлагает покататься. Пока они плывут, Кацу замечает в воде красивых рыбок, но Кай считает, что она еще красивее. Он видит пары на других лодках и думает, что они тоже выглядят как пара, но быстро отгоняет эту мысль, напоминая себе, что они просто гуляют. Кацу замечает, что Кай выглядит более подтянутым, чем обычно, и думает, что его тренировки по наращиванию мышц дают результат. Кай соглашается, и она говорит, что им нужно чаще так проводить время. Затем сцена переходит к тому, как они пьют сок, наслаждаясь его вкусом. Кацу спрашивает, не хочет ли Кай попробовать ее сок, и Кай соглашается, предлагая ей отпить из его стакана. Попробовав ее сок, он думает, что он довольно вкусный. Кацу на мгновение колеблется, думая, что это будет похоже на поцелуй, но затем решается и тоже наслаждается. Они идут к станции метро и видят рекламу подземелья. Затем Кацу видит отца, держащего дочь, и говорит Каю, что хочет сходить еще куда-нибудь. Она ведет его в тематический парк с подземельем, и он спрашивает, не хочет ли она зайти внутрь, потому что скоро начнется парад и фейерверк. Но она просто спрашивает, есть ли в парке здание с подземельем, объясняя, что там ее папа. Она рассказывает, что ей снился сон о том, как она в последний раз видела своего отца, который обещал с ней поужинать, но так и не пришел домой. И она спрашивает, почему он вообще пошел в подземелье. Затем она говорит Каю, что сегодня отлично провела время и предлагает пойти домой. Кай знает, что она беспокоится об отце, но он полон решимости доказать, что он может быть таким же героем, как и ее отец. В следующий раз, когда Кай спускается в подземелье, он начинает комбинировать свои способности. Он покрывает свой магический меч Боузер водяной сферой, и хотя Люсерия сомневается, это оказывается выигрышным ходом. С помощью этой способности Кай одним ударом побеждает каменного голема. Он в восторге, и Сильфи хлопает в ладоши, говоря Люсерии, что их хозяин быстро становится сильнее. Люсерия возражает, что это должно быть из-за женщины, которая отшила Кая. Он спрашивает, почему она так думает, и она отвечает, что это просто интуиция. Видя, что он нервничает и чувствует себя виноватым, Сильфи спрашивает, не из-за женщины ли он хотел пойти на вечеринку. Кай сначала не знает, что ответить, но в итоге признается, что его пригласили 3 девушки. Софи немного ревнует, но Люсерия думает, что он не хочет тратить на них ядра маны. Она уже собирается накричать на него за такое отношение, но когда Кай обещает продолжать давать им ядра маны, Люсерия легко прощает его. Кай говорит, что не пойдет на вечеринку, но Сильфи внезапно предлагает ему пойти. Она говорит, что если ее хозяин решит присоединиться к другой команде, она поддержит его, и Люсерия тоже согласна, если он будет получать ядра. Сильфи спрашивает Кая, почему он хочет присоединиться к другой команде. Он отвечает, что хочет стать сильнее, сражаясь с другими людьми.
Иначе он никогда не догонит Сильфи и Лусерию. Девочки понимают его, и Кай обещает, что будет играть только с командой Ори по выходным, чтобы они могли проводить время вместе в другие дни. Ночью Кай понимает, что получить разрешение от ангела и дьявола было проще, чем позвать девушку. Он смотрит на телефон, не решаясь позвонить Ори и сказать, что согласился присоединиться к команде, но тут ему звонит Кацу. Он берет трубку, волнуясь. И Кацу говорит, что просто хочет поболтать без особой причины. Кай рад помочь, но сначала спрашивает, знает ли она, как справиться с волнением. Она спрашивает, зачем ему это, и Кай говорит, что его друзья хотят позвать девушку, но очень нервничают. Кацу рассказывает, что сама очень нервничала, когда играла на сцене. Ее отец нарисовал ей улыбку на лице, и это помогло ей справиться с волнением. Кай говорит, что попробует, и Кацу желает ему спокойной ночи и кладет трубку. Кай не понимает, о чем она хотела поговорить, но не придает этому значения и звонит Ари, которая усердно тренируется в додзе своей семьи. Она ждала его звонка и спрашивает, не хочет ли он присоединиться к их команде. Кай соглашается, но он может приходить только по выходным, и Ари говорит, что это идеально, потому что они спускаются в подземелье только по выходным. В следующую субботу Кай присоединяется к команде и спускается на 7-й этаж. Затем появляется группа каменных големов, и Кай вступает с ними в бой, а Хикари и Мика его поддерживают. Хикари использует магию земли, чтобы обездвижить пару големов, а Мика достает своего помощника, чтобы отвлечь третьего. Кай пользуется моментом, усиливает свой магический меч водным шаром, превращая его в ледяной меч, и одним ударом убивает голема. Другой голем пытается напасть, но Кай уворачивается и тоже его убивает. Тем временем слуга Мико разрезает голема клинками ветра, а Эри убивает еще одного. Девочки спрашивают, когда Кай научился магии и почему его водный шар выглядит как меч. Он говорит, что знает только одно водное заклинание и сейчас экспериментирует. Ари говорит, что его ледяной меч и командные навыки впечатляют, и она не может поверить, что он впервые сражается в группе. Чтобы избежать дальнейших вопросов, Кай хвалит навыки владения оружием Ари, а она говорит, что тренируется с детства. Внезапно у Кая урчит в животе, и он просит сделать перерыв на обед. К его удивлению, они достают из своих волшебных сумок целую кухню и готовят жареную рыбу и стейки на гриле прямо в подземелье. Когда Кай возвращается домой, он думает, что у Ари и ее друзей есть богатство, о котором он может только мечтать. Но что еще важнее, на следующий день Ари собирается исследовать 8-й этаж. На 8-м этаже водяные монстры и водоем, поэтому Кайба надел дорогой спасательный жилет, потому что не умеет плавать. Вскоре они добираются до 8-го этажа, и Снач замечает монстра, который прячется в бассейне с водой. Из бассейна выскакивает саламандра и выплевывает кислоту на Кая, мгновенно расплавляя его дорогой жилет. Он в панике требует у монстра вернуть деньги за жилет, но тот снова плюется кислотой, и Кай может только уворачиваться от нее. В этот момент Мико сбивает монстра из арбалета, который дал ей Кай, потому что он больше не собирался им пользоваться. Кай спрашивает, тренировалась ли она раньше, и она отвечает, что впервые в жизни взяла в руки арбалет, но с первого раза попала в цель. Вскоре после этого они сталкиваются с другими монстрами, связанными с водой, и большую часть времени убегают от них. Затем кальмар швыряет Кая в пруд, и он барахтается, потому что не умеет плавать. Ари говорит ему перестать быть слабаком, потому что вода там совсем не глубокая. Пока он пытается справиться со своим смущением, Икари уже поджарил кальмара. Затем они сталкиваются с летающими тунцами, которые выпрыгивают из воды, чтобы напасть на них. Кай атакует их своим магическим пистолетом, а девушки используют свое оружие, чтобы расправиться с рыбами-монстрами. У Кая скоро заканчиваются патроны, и он замечает, как легко Ари рубит монстров своим длинным мечом. Он превращает свой ледяной меч в похожее оружие и начинает сражаться с рыбами-монстрами, но каждый удар отнимает у него приличную часть маны. Девочки тоже видят, как Кай с легкостью расправляется с монстрами, но как только он заканчивает, у него полностью заканчивается мана, и он падает. Очнувшись, он обнаруживает, что лежит на коленях у Ари, и быстро встает, извиняясь за беспокойство, и уверяя ее, что с ним все в порядке. К его удивлению, его мана полностью восстановилась, и Ари говорит, что дала ему зелье, пока он был без сознания. Кай говорит, что оно должно быть дорогое, но она просит его не волноваться, потому что они члены одной группы. Затем Ари спрашивает о его боевом стиле, и он отвечает, что взял его за основу ее стиля. Прежде чем они успевают продолжить разговор, Снэч предупреждает всех о появлении очень сильного монстра. Все настороже, и из воды появляется огромный динозавр. Кай паникует, говоря, что динозавры — это высокоуровневые монстры, которые встречаются только на более глубоких этажах. Кай и девочки пытаются убежать, но динозавр преследует их. Из-за его огромного веса пол проваливается, преграждая им путь к отступлению. Понимая, что выхода нет, Кай говорит всем, что им придется сражаться, чтобы выжить. Он просит Мика и Хикари атаковать динозавра издалека, а Ари напасть, пока он отвлекает его. Магия земли Хикари и клинки ветра Снетча не причиняют монстру никакого вреда, и даже когда Кай пронзает его ледяным клинком, это едва царапает его. Динозавр злится и бросается на Кая, заставляя его бежать. Это дает Ари прекрасную возможность нанести удар. Она прыгает на голову динозавра и пронзает его копьем. Но этого недостаточно. Монстр сбрасывает ее с себя, и пока Кай проверяет Эри, она бормочет что-то о том, что хочет стать героем, но теряет сознание, потянувшись за своим оружием. Кай думает, не позвонить ли Сильфи и Лусерии, но решает, что не стоит раскрывать их другим.
Затем он видит, что монстр нападает на Хикари и Мика и понимает, что медлить нельзя. Он достает карты слуг и призывает своих девушек. Внезапно раздается дикий грохот божественной и демонической энергии, и появляются Сильфи и Лусерия, приводя всех в трепет. Ари тоже открывает глаза и видит, как появляются Сильфи и Лусерия. Кай извиняется за то, что вызвал их в такой спешке и просит их разобраться с динозавром. Они используют свои атаки молнией и огнем и за несколько секунд побеждают динозавра. Когда бой заканчивается, Сильфи подбегает к Каю и спрашивает, не ранен ли он. Он говорит, что все в порядке, и тут подходит Люциус, подразнивая, что Кай в конце концов запал на девушек. Но внезапно Мика подбегает к Сильфи, пораженная тем, что никогда раньше не видела никого столь же милого, как она. Она спрашивает, не настоящий ли Сильфи ангел, а Хикари благодарит Лусерию за спасение и восхищается милой демоницей. Лусерия пытается оставаться холодной, но не может устоять перед умоляющим взглядом Хикари и обнимает ее. Даже Ари очарована их миловидностью, но сдерживается и спрашивает Кая, не его ли это слуги. Он подтверждает, что это так. Позже они выходят в подземелье, и родители Икари приходят за ней и Мика. Когда они остаются одни, Кай вспоминает, что Эри пыталась вернуться в бой даже после того, как ее вырубили, и сказала, что хочет быть героем. Он спрашивает, могут ли они поговорить об этом, и узнает, что ее отец вдохновил ее стать героем, который берется за сложные задачи и спасает всех. Кай думает, что они с Сори похожи. На следующих выходных она приглашает его на мероприятие в своем университете. Кай рассказывает об этом своим друзьям, потому что Ари учится в престижном университете. Они предлагают позвать Кацу вместо них, потому что она тоже интересуется этим университетом, и это можно будет назвать их вторым свиданием. Кай паникует, услышав это, но Кацу слышит свое имя и приводит с собой подругу, спрашивая, не говорили ли они о ней за ее спиной. Кай пытается все отрицать, но друзья подталкивают его. Он использует технику снятия нервозности, прежде чем рассказать Кацу о мероприятии в университете. Оказывается, Кацу уже собиралась пойти туда и хотела, чтобы Кай был с ней с самого начала. На следующих выходных она надевает платье, которое Кай выбрал для нее на прошлом свидании, и идет на мероприятие в университете. Когда Кай видит Кацу, он не может не думать, что она выглядит мило. Затем они идут в Академию АК, и следующее, что они делают, садятся в поезд. Кай сидит немного дальше от Кацу, но быстро придвигается ближе, когда она просит его об этом. Она благодарит его за приглашение, но Кай, пытаясь сохранять спокойствие, говорит, что это пустяки, потому что он все равно собирался пойти. Кацу говорит, что ей больше нравится, когда они вдвоем, и Кай не может с этим не согласиться. На мгновение это кажется свиданием, но он быстро берет себя в руки и напоминает себе, что они просто осматривают Академию. Кацу, взволнованная, рассказывает, как ей не терпится увидеть Академию Ока. Оказывается, Шинджи и Хаяо тоже едут в поезде, и они тоже взволнованы. Кацу, немного удивившись, спрашивает, зачем они с Эри идут с ними, ведь их планы связаны с другими школами. Они небрежно отвечают, что просто хотят посмотреть на открытый кампус и уверяют, что не собираются мешать им с Эри, но Кацу отмахивается от их слов и переводит взгляд на Кацу. Пока они едут, Кацу замечает в поезде объявление о подземелье, и Кацу, заметив его интерес, спрашивает, не расстроился ли он, что не сможет туда попасть. Кацу отвечает, что лучше пойти с ней в открытый кампус, чем в подземелье. Кацу улыбается и предлагает забыть о подземелье на сегодня, и вскоре они приезжают в Академию UA. Огромный кампус сразу же впечатляет их, и с первого взгляда понятно, что здесь собираются сливки общества. Кацу предлагает пойти на ресепшн, и по пути они проходят мимо красивых цветущих вишен. Кацу представляет, как они с Кацу гуляют под цветущими вишнями следующей весной, и Кацу не может не думать о том же. Погрузившись в свои мечты, Кацу забывается, но Кацу быстро возвращает его к реальности. Понимая, что он забегает вперед, Кацу решает сосредоточиться на учебе и сдать экзамены, чтобы осуществить свою мечту. Он напоминает себе, что даже если они оба поступят в академию, то будут просто одноклассниками, и с этими мыслями он отбрасывает фантазии. Приехав на ресепшн, Кацу замечает Эри, которая, кажется, хочет узнать его получше. Она небрежно спрашивает, привел ли он с собой друзей, но Кай не успевает их представить, как его друзья, воодушевленные видом красивой девушки, сами представляются, используя арабский диалект, который они редко показывают. Ари спрашивает, не его ли это девушка. А Кай быстро объясняет, что Кацу просто его подруга детства и соседка. Ари предлагает им самим осмотреть кампус, а потом обещает устроить полноценную экскурсию, когда освободится от своих обязанностей. Когда они уходят, Ари чувствует странное облегчение от того, что Кацу не девушка Кая, хотя и не понимает почему. Пока они гуляют по академии, Кацу, всегда любопытная, спрашивает Кая, как они с Ори познакомились. Кай объясняет, что они встретились в подземелье, и, кажется, температура падает, когда Кацу бросает на него холодный взгляд. Атмосфера становится еще холоднее, когда Кай, не подумав, упоминает, что это Ари рассказала ему про открытый кампус. Кацу, стараясь сохранять спокойствие, меняет ситуацию в лучшую сторону, говоря, что они должны быть благодарны Ори за то, что она дала им возможность прийти сюда вместе. Она напоминает Каю, что он обещал не говорить о подземелье сегодня, и хотя ее тон спокоен, трудно не заметить скрытую злость. Чувствуя напряжение, друзья Кая быстро уводят его от Кацу.
Они спрашивают, не Ари ли та девушка, о которой он говорил, когда говорил о создании группы. И когда он подтверждает это, они не могут сдержать зависть и сожалеют, что отказались от роли исследователей. Отбросив зависть, они советуют Каю следить за тем, что он говорит при Кацу, учитывая, как она беспокоится о его приключениях в подземелье. Кэт кивает в знак согласия, и группа продолжает экскурсию. Они идут в аудиторию и сразу же поражаются, насколько она больше, чем в их школах. Кацу показывает на электронную доску и говорит, что здесь ученики даже используют планшеты на уроках. Впечатленные они замечают, сколько здесь разных кружков. Кай замечает неподалеку тренировочную площадку и, как фанат подземелий, начинает сравнивать ее с тем, что есть у них в подземельях, но друзья быстро его останавливают. Осмотрев еще несколько мест, они идут в сад. Спокойная атмосфера завораживает их, и друзья Кия начинают думать, что эта академия просто потрясающая. Жаль, что их оценки недостаточно хороши, чтобы поступить сюда. Но Кей, оптимист по натуре, говорит, что ему просто нужно больше заниматься, если он хочет сюда поступить. Его друзья больше беспокоятся о том, как он будет оплачивать обучение. Кай начинает говорить, что будет зарабатывать деньги, исследуя подземелья, но тут же осекается, вспомнив, что рядом Кацу, и вместо этого говорит, что устроится на подработку. Они все вместе немного отдыхают, и Кацу небрежно замечает, как было бы здорово устраивать такие перерывы между занятиями. Кай соглашается, погружаясь в мечты об этом. Но тут появляются Мика и Хикари и возвращают его к реальности. Они говорят, что Ари упоминал, что он здесь, и, как всегда, его друзья-обаяшки превращаются в джентльменов при виде девушек. Мака и Хикари замечают Кацу, но он быстро объясняет, что они просто друзья, как и Сэри. Мака все еще учится на 2-м курсе, а Хикари на 1-м, и Кай удивляется, зачем они вообще приехали в колледж. Хикари говорит, что хотела посмотреть, пока есть возможность, ведь это хорошая возможность, но Кай не совсем понимает, что она имеет в виду. Затем Кацу спрашивает, откуда они знают Кая, и прежде чем он успевает ответить, девушки прямо говорят, что они вместе с ним в группе по исследованию подземелий. Настроение Кацу тут же портится, но, к счастью, Ари приходит вовремя, чтобы разрядить обстановку. Она предлагает всем пойти в столовую и перекусить, и все с радостью соглашаются. Затем сцена переносится в столовую, и все поражены невероятным меню. Эри отмечает, что поскольку это школьная столовая, еда здесь удивительно дешевая. Все удивляются и с удовольствием едят. Оказывается, что богатые девушки впервые едят в школьной столовой, и им это нравится. Затем, когда Кацу идет за добавкой, Кай предлагает сходить за ней, но она предлагает взять всем, поэтому они идут вместе. Тем временем Хаята спрашивает девушек, встречали ли они когда-нибудь преподавателя по имени Анигава во время тренировок. Они вспоминают, что видели его, и все соглашаются, что он им не нравился, потому что был очень строгим. Парень кивает в знак согласия, и Хаята начинает подражать Анигаве, что вызывает смех у Хикари, которая считает, что он отлично справился. Хаята доволен комплиментом и продолжает изображать преподавателя, но девушкам это уже не интересно. Чувствуя перемену в настроении, Ари переключает тему, говоря, что это напоминает ей об их обучении на исследователей, особенно когда Анигавару ругал ее во время тренировки. Мика спрашивает, были ли Синдзи и Хаята тоже исследователями, и они признаются, что были, но только формально, потому что прошли обучение, но не стали продолжать. Хаята говорит, что лекции были такими длинными, что Синдзи постоянно засыпал, но Синдзи тут же поправляет его, говоря, что Хаята тоже не был образцом для подражания. Хаята объясняет, что именно поэтому они не знали, что предметы из подземелья эффективны только в радиусе 3 километров от него. Он рассказывает, как однажды после травмы на гонке попытался использовать зелья, но в итоге потратил их все впустую. Ари объясняет, что именно поэтому в радиусе 3 километров от подземелья построили тематический парк, и добавляет, что все производства и исследования предметов и зелий происходят в этом районе. Она говорит, что там куча правил и за ними сложно уследить, а мальчики кивают в знак согласия. Синдзи и Хаята говорят, что по крайней мере в парке развлечений весело, и Ари соглашается, добавляя, что персонал подземелья отлично справляется с управлением парком. Она даже рассказывает, что однажды написала об этом доклад. Мальчики начинают обсуждать, какие подземелья крутые, и Кацу подслушивает, потому что стоит прямо за ними. Она и Кай раздают всем напитки, и она не может понять, почему люди так одержимы исследованием подземелий. Затем они продолжают экскурсию и осматривают бассейн. Кай говорит, что бассейн с подогревом, поэтому можно плавать даже зимой. Вид бассейна напоминает ему о том, как Кацу спасла его, когда они были детьми. Мика подслушивает это и понимает, что Кай до сих пор не умеет плавать, а Хикари чувствует странное волнение в груди, видя его рядом с Кацу. Мейка не понимает, что происходит, и спрашивает Хикари, а та признается, что это незнакомое и странное чувство. Они идут на футбольное поле, и Хикари спотыкается на лестнице, но Кай успевает ее подхватить, и она краснеет в его объятиях. Она благодарит его, Ори делает комплимент его быстрой реакции. Мика, не желая, чтобы ситуация стала неловкой, просит Кая отпустить Хикари, что он в конце концов и делает. В этот момент футболист случайно бьет мячом в лицо Мика, но Кай, как настоящий герой, спасает ее.
Мика и Икари в восторге, их сердца замирают. Друзья Юкия не могут не думать о том, какой он крутой, и Ори предлагает пойти в додзи. Там Ари задумывается, зачем она пригласила их туда, если это было частью плана. Но она просто хочет произвести впечатление на Кая. Она демонстрирует свои навыки владения копьем, и когда она заканчивает, все аплодируют и осыпают ее комплиментами. Эри, однако, волнуется только о том, что думает Кай, и понимает, зачем она хотела покрасоваться. День подходит к концу, и Кай с друзьями собираются уходить из академии. Ари и другие девушки обмениваются контактами с Кацу, обещая помочь, если у нее возникнут вопросы об академии. Синдзи и Хаэта, не желая упускать возможность, спрашивают, можно ли им тоже взять контакты девушек. Они соглашаются, и парни на 7-м небе от счастья. Кай и его друзья благодарят Ари за экскурсию и уходят, унося с собой не только воспоминания об академии. По дороге домой Кай вспоминает, как они побывали в академии. Но его друзья, они больше думают о тех девушках, с которыми познакомились. Хаэта спрашивает Синдзи, какая девушка ему понравилась, но они не могут выбрать одну. Они шутят, что им нужно снова отправиться исследовать подземелья. Кто знает, может, они встретят еще таких девушек. Кай быстро напоминает им, что они не должны говорить об этом, особенно о Кацу. Она улыбается, но любой, кто обратит внимание, заметит, что улыбка у нее немного натянутая. Позже, когда Кай и Кацу идут домой, он обещает ей, что будет усердно учиться, чтобы они оба смогли поступить в Академию Аки. Она желает ему удачи, но потом неожиданно спрашивает, какая из 3 девушек ему понравилась. Кай, застигнутый врасплох, отвечает, что он об этом не думал, хотя на самом деле ему нравится она. Он просто не может заставить себя это сказать. Тогда Кацу спрашивает, почему Кай сегодня всех называл по именам, но он не понимает, на что она намекает. Кажется, это ее раздражает, и прежде чем он успевает сообразить, она убегает домой. Позже Кай недоумевает, почему она так разозлилась. Он думает, что, может быть, она ревновала его к другим девушкам, но он отмахивается от этой мысли, считая, что это не так. Затем он вспоминает о новой проблеме. Как он завтра объяснит Сильфи и Лусерии свое таинственное исчезновение. Мы видим, как Кай сражается со слизнем в подземелье, используя инсектициды, чтобы его уничтожить. После боя он собирает несколько ядер слизней, чтобы его слуги могли какое-то время питаться. Лусерия интересуется, чем занимался Кай, Сори и остальными накануне. Кай небрежно отвечает, что был на школьной экскурсии, и шутливо спрашивает, знает ли она вообще, что такое школа. Лусерия огрызается, говоря, что он не должен над ней смеяться. Но она явно ничего не понимает. Софи объясняет, что школа – это место, где люди учатся. Лусерия понимает, что у Кая есть на это причины, но ей не нравится, что он игнорирует ее. Понимая, что он, возможно, расстроил их, Кай быстро извиняется и предлагает им 3 магических ядра в качестве компенсации. Но их это не устраивает. Они требуют 100. В разгар их спора Кай замечает редкого слизня, подкрадывающегося к ним сзади. Он пытается предупредить их, но они думают, что он просто шутит, и даже не оборачиваются. Кай настаивает, но Лусерия раздраженно уничтожает слизня, даже не оборачиваясь. После этого они возвращаются к Каю и требуют, чтобы он объяснил, как собирается загладить свою вину за то, что бросил их. Понимая, что проиграл, Кай предлагает им 10 ядер, что их наконец устраивает, но они ясно дают понять, что больше не хотят, чтобы он их игнорировал. Пока он собирает остатки слизи, Кай замечает кое-что интересное. Перчатки силы, и он обнаруживает, что они могут создавать невидимую силу, но при этом расходуют очки маны владельца. Поэтому он отправляется на 8-й этаж подземелья, чтобы проверить их. Но сначала он ничего не замечает и думает, что это из-за того, что сила невидима. Но когда он использует перчатки на воде и видит рябь, он понимает, что они работают, хотя сила и не такая мощная, как он ожидал. Лусерия считает перчатки силы бесполезным предметом. А Кай, как всегда, экспериментирует и пробует соединить силу перчаток с Боузером. И, к его удивлению, магический меч может рассекать воду, и он понимает, что может управлять небольшими предметами. Как только он осваивается с этим, Ари и остальные присоединяются к нему, готовые к очередному дню в подземелье. Кай благодарит Ори за экскурсию по школе, говорит, как ему понравилось, и выражает желание сдать экзамены, хотя понимает, что впереди у него много работы. Ари, как всегда, поддерживает его и предлагает создать учебную группу, чтобы помочь ему. И Кай с благодарностью соглашается и спрашивает, можно ли пригласить Кацу. Девочки удивленно переглядываются, но Ори соглашается, и остальные тоже присоединяются. Тем временем слуги Кая, Лусерия и Сильфи замечают, как Кай сближается с девочками и не могут сдержать обиды. Кай, ничего не замечая, спрашивает, что случилось. Они говорят, что ничего, но их обида очевидна. Пытаясь их развеселить, Кай предлагает им магические ядра, которые они съедают, все еще дуясь. Девушки, наблюдающие за происходящим, не могут не думать о том, что эти двое слуг просто очаровательны. Затем группа готовится спуститься на 9-й этаж, куда никто из них раньше не заходил. Ари предупреждает всех быть начеку, ведь они идут на неизведанную территорию.
Как только они ступают на 9-й этаж, Сильфи чувствует, что поблизости притаился сильный враг. Кай, чувствуя смесь волнения и тревоги, спрашивает у группы, что им делать. Девушки, как всегда, решительные, настаивают на том, чтобы идти дальше. Кай быстро понимает, что пути назад нет, так как на пути нет обходных путей. Узири, стараясь говорить уверенно, заявляет, что справится, если станет слишком опасно. Затем Ари успокаивает всех, говоря, что нет ничего постыдного в отступлении, если ситуация выйдет из-под контроля, но пока они все вместе. Они осторожно продвигаются вперед, и Сильфи внезапно предупреждает группу о присутствии сильного монстра. Асирия удивлена, не ожидая увидеть такого грозного зверя на 9-м этаже. Кай соглашается, понимая, что существо такого уровня не должно находиться на этом этаже, и предлагает вернуться. Но как только они решают отступить, Арторы замечают их и нападают. Сильфи быстро возводит железную стену, чтобы защитить всех, а Хикари ловит монстра заклинанием земляной волны. Люсири использует адское пламя разрушения, но, к ее удивлению, оно почти не задевает монстра. Арторы в ответ выпускают огненное дыхание, и хотя барьер поглощает большую часть атаки, группа все равно чувствует сильный жар. Затем Люсирия наносит ответный удар дыханием эрозии, но Арторы остаются невредимыми. Мака приказывает схватить монстра, но даже его атаки почти не задевают зверя. Тогда Кай, понимая, что им нужна новая стратегия, говорит Лусерии, чтобы она продолжала атаковать Артроса, пока он его отвлекает. Лусерия выпускает еще один поток адского пламени, целясь в живот монстра, пока Кай его отвлекает, но мощная атака Юны не может его победить. В отчаянии Кай приказывает Сильфи объединить ее божественное копье с адским пламенем Лусерии в синхронной атаке. Они вдвоем обрушивают всю свою мощь на Артроса, но неумолимое чудовище все еще не сдается. Оно обращает свою ярость на Кая, который едва успевает увернуться, а Ори и Мика открывают огонь, чтобы помочь ему. Монстр пытается атаковать их огненным дыханием, но Кай использует Боузера, усиленного силовыми перчатками, чтобы нанести Артросу критический удар. Затем он блокирует его пасть водяным шаром, не давая ему выпустить смертоносное огненное дыхание. Когда Артрос на мгновение теряет способность двигаться, группа использует возможность для скоординированной атаки. После безжалостной череды атак могучий Артрос наконец падает. Измученной победой группа празднует свою нелегкую победу над могущественным чудовищем. Затем Кай, желая продолжить, предлагает двигаться дальше, но девушки, уставшие от напряженной битвы, настаивают на отдыхе и восстановлении сил, прежде чем продолжить. Пока группа отдыхает, Кай раздает своим слугам магические ядра в качестве награды за их труд, похвалив их за старание. Несмотря на короткую передышку, Лусерия все еще не понимает, почему Артрос оказался на этом этаже, а Сильфи чувствует, что поблизости есть еще более могущественное существо. Их подозрения подтверждаются, когда появляется демон, которого не пугает поражение его пса. Кай и остальные быстро понимают, что этот демон управлял Артросом, и Люциус отмечает его невероятную силу. Демон с пугающим спокойствием заявляет, что никто из них не выйдет из подземелья живым, и без предупреждения обрушивает на них темное заклинание под названием «Тьма». Сильфия мгновенно отвечает, воздвигая барьер, чтобы защитить группу. Демон, быстрый как тень, бросается вперед и наносит удар мечом, но барьер Сильфи выдерживает. Кай, пытаясь не отставать от молниеносных движений демона, понимает, насколько серьезная ситуация. Он быстро отдает Сильфи больше магических ядер, чтобы она удерживала барьер любой ценой. Но, несмотря на их совместные усилия атаковать демона изнутри, их удары почти не наносят ему урона. Люциус предлагает, чтобы Сильфи пошла в наступление, но Кай сомневается, беспокоясь за своих товарищей по команде. Успокаивая его, Ари уверенно заявляет, что она может справиться с мечом демона, каким бы быстрым он ни был. Доверяя своим друзьям, Кай соглашается, и Сильфи опускает барьер. Затем Сильфи и Люциус начинают совместную атаку на демона, но их удары все равно не пробивают его защиту. Демон, сосредоточившись на Кае, пытается нанести смертельный удар, но Ари встает на его защиту. Демон с невероятной силой отбрасывает ее к стене и снова обращает внимание на Кая. Каю удается блокировать атаку демона, но сила удара ломает меч демона. Разозленный потерей своего оружия, демон наносит Каю мощный удар, от которого тот отлетает в сторону. Сильфи и Люсирия, разъяренные нападением на их хозяина, яростно атакуют демона, к ним присоединяется Снэч. Затем мы видим, как Кай быстро исцеляет себя с помощью зелья, а Мика подбегает к нему, беспокоясь о его самочувствии. Кай уверяет ее, что с ним все в порядке, но просит об одолжении. Понимая его план, Мика и Снэч объединяют усилия и вместе атакуют демона, создавая для Кая возможность нанести удар. Воспользовавшись моментом, Кай пронзает демона сзади Боузером, направляя его силу, чтобы пробить огромную дыру в теле демона. Демон падает на колени, и на мгновение Кай думает, что битва окончена. Но к его ужасу демон использует магию, чтобы мгновенно залечить рану.
С яростным ревом демон бьет Кая с такой силой, что тот снова отлетает в сторону. Девушки бросаются на помощь Каю, но демон с легкостью расправляется с ними. Софи делает отчаянную попытку остановить его, но ее отбрасывает к стене. Тогда Люсирия, желая защитить Кая, убеждает его бежать, пока она отвлекает демона. Но вместо того, чтобы бежать, Кай пытается придумать способ победить этого, казалось бы, непобедимого врага. Но его попытки тщетны, когда он понимает, что у него больше ничего нет в арсенале, а демон побеждает Люсирию с легкостью, отбрасывая ее в сторону. Кай понимает, что убежать одному не получится, и думает, как убить демона, но вдруг вспоминает о навыке Люсирии – красота обжорства. Этот навык позволяет ей временно усилиться, поглощая здоровье своего контрактора, поэтому Кай быстро просит Люсирию активировать навык, хотя и знает, какую цену ему придется заплатить. Люсирия колеблется, напоминая ему, что это будет означать поглощение его жизненной силы, но Кай настаивает, не видя другого выхода из их затруднительного положения. Люсирия неохотно соглашается, принимая свой истинный облик и поглощая здоровье Кая. Когда она превращается, Кай с удивлением видит, что она стала сильнее. Люсирия объясняет, что сила обжорства вернула ей прежний уровень, но это еще не ее полная форма. Но она уверяет Кая, что этой силы более чем достаточно, чтобы победить демона. Поначалу демон не узнает ее, и она говорит ему, что собирается его убить. Глупый демон не понимает, насколько она сейчас сильна, и беспечно нападает на нее, но его удары не причиняют ей вреда. Он начинает паниковать и снова нападает, но все заканчивается тем же, и он спрашивает, кто она такая, черт возьми. Люсирия представляется дьяволом класса виконтессы, отчего у демона мурашки по коже. Поняв, какую серьезную ошибку он совершил, недооценив ее, демон пытается изменить свое отношение, но Люсирия не собирается его прощать. Разъяренная тем, что ее друзьям причинили вред, она готовится обрушить на демона божественную кару. Демон, не веря своим глазам, понимает, что такая мощная атака не должна быть под силу дьяволу класса виконтессы. Он спрашивает, кто она на самом деле, но уже слишком поздно. Люсирия уничтожает его своей атакой. После битвы Кай, измученный и обессиленный, просит Люсирию отменить ее способность к красоте обжорства, так как он уже на пределе. Но Люсирия, наслаждаясь своим новым взрослым обликом, упрямо отказывается. Кай в отчаянии умоляет ее, но она игриво настаивает на том, чтобы узнать, что он думает о ее взрослом облике. Разочарованно он говорит, что сейчас не время для таких вещей, но она настаивает, отказываясь отключать способность, пока он не даст ей ответ. Кай неохотно хвалит ее взрослую форму, признавая, что она выглядит потрясающе. Довольная его ответом, Люсирия нахально спрашивает, будет ли он так же добр к ней, как к Сильфе. Кай понимает, что выхода нет, и соглашается, и только тогда она отключает свою способность, возвращая себе детскую форму. Кай чудом избегает смерти, и группа быстро восстанавливает силы, выпивая зелье и возвращая себе выносливость. Пока они приходят в себя, Кай замечает, что он повысил свой уровень до 18, а его здоровье увеличилось на 8 пунктов. Он также открывает новый навык, который называется «Устойчивость к боли», что кажется ему подходящим после пережитого испытания. Девушки тоже повысили свой уровень, что, по мнению Кая, было неизбежно после такой напряженной битвы, и они рады, что выжили, несмотря ни на что. Прежде чем отправиться домой, Кай проверяет лог битвы. Он находит магическое ядро Ортра, самое большое ядро, которое он когда-либо видел. Тем временем Мика и Икари что-то ищут в подземелье, но, похоже, это ядро не то, что они искали. Затем Кай замечает, что демон уронил еще одну вещь – карту слуги. Он не знает, что с ней делать, и Ари и остальные оставляют решение за ним, ведь именно он и Люсирия победили демона. Люсирия и Сильфи предлагают просто продать карту, но Кай сомневается, думая, что демон может быть полезен, особенно учитывая, что он был сильнее, чем оба его нынешних слуги. Заинтересовавшись, он решает призвать демона ночного класса по имени Белли. Однако, когда Кай вызывает его, он с ужасом обнаруживает, что Белли выглядит как ребенок, совсем как его другие слуги. Кай, расстроенный, спрашивает Белли, почему он такой маленький, и демон объясняет, что его уровень был сброшен. Жалея о том, что вызвал его, Кай говорит, что мог бы просто продать его, и Белли шокирован и явно обеспокоен. Чуть позже мы видим, как Кай отдыхает в бане в подземелье, пытаясь расслабиться после тяжелого дня. Белли, желая угодить, с таким энтузиазмом трет Каю спину, что тому становится немного неловко, и он думает, что будет не очень хорошо, если кто-то увидит их в таком виде. Но Белли отчаянно не хочет, чтобы его бросили, и спрашивает Кая, останутся ли они вместе. Чтобы он перестал, Кай обещает, что они всегда будут вместе. Белли, переполненный благодарностью, обнимает Кая, но Каю неловко от всей этой ситуации. Тем временем, в соседней женской бане другие слуги Кая подслушивают их разговор и думают, что Кай и Белли хорошо ладят. Позже Кай относит кристалл Артаса к оценщику, чтобы продать его. Оценщик заинтригован и спрашивает, где Кай нашел такой ценный предмет, и Кай объясняет, что они получили его после победы над Ортасом на 9-м этаже подземелья. Оценщик в шоке и тут же решает отправить команду исследовать это место.
Затем она сообщает Каю, что кристалл стоит ошеломляющие 24 миллиона йен, и Кай в шоке от такой суммы. Она предлагает перевести деньги прямо на его счет, но Кай настаивает на том, чтобы разделить деньги поровну между ними четырьмя, так как они все участвовали в битве. Остальные настаивают, чтобы он оставил все себе, но Кай не хочет так поступать и настаивает на том, чтобы поделиться, поэтому в конце концов они соглашаются взять свою долю. Затем оценщица говорит, что может помочь ему с оформлением документов для уплаты налогов, и Кай совсем теряется, потому что никогда раньше не имел дела с налогами. Следующая сцена. Кай в кафе с девушками, он немного смущен, потому что после такого тяжелого дня ему пришлось читать им лекцию о налогах. Девушки уверяют его, что это не страшно, и Кай, который явно не в своей тарелке, спрашивает, что ему теперь делать. Они дают ему несколько практических советов, например, сохранять все чеки, чтобы максимально снизить сумму налога. Кай, понимая, что обычно выбрасывает чеки, решает с этого момента их сохранять. День подходит к концу, Хикари уезжает на своей машине, и Ари замечает, что день выдался напряженным. Она говорит, что у Кая, наверное, есть какой-то особый дар притягивать необычные вещи, но он отмахивается от этой идеи, хотя на мгновение задумывается, может ли она быть права, учитывая его 3 карты слуг. Но он быстро отбрасывает эту мысль, убеждая себя, что это просто совпадение. Следующая сцена. Мика разговаривает с Хикари по телефону. Хикари с нетерпением ждет выходных, чтобы посмотреть, как все покажут себя в деле. Но Мика советует ей не перенапрягаться и предлагает отдохнуть, если нужно. Хикари отмахивается. Говорит, что с ней все в порядке, и она не хочет тратить время на отдых. Мака уступает и обещает увидеться с ней на выходных, затем заканчивает разговор. Как только звонок заканчивается, Икари перестает притворяться крутой девчонкой и начинает кашлять, показывая, что она не так уж и в порядке, как хочет казаться. Затем мы переносимся на выходные, где Кай и его команда находятся глубоко в подземелье. Кай просит Белли показать свою силу, но Белли неуверенно спрашивает, можно ли ему сначала взять нормальное оружие, что удивляет Кая, ведь у Белли его нет. Тут вмешивается Лусерия, напоминая Каю, что это он сломал последнее оружие Белли. Кай роется в сумке и достает вольфрамовый прут, который он купил раньше, и протягивает его Белли. Белли снова колеблется, прося что-нибудь вроде меча. Сильфи и Мусерия обижаются, думая, что Белли грубит, отказываясь от того, что предложил их хозяин, и он быстро извиняется. Кай объясняет, что это все, что у него есть на данный момент, и Белли неохотно соглашается. Затем мы видим Белли в действии, он сражается с монстрами вольфрамовым прутом и легко их побеждает. Кай, впечатленный, понимает, что Белли, возможно, сильнее его, и Белли надеется, что это докажет Каю, что он чего-то стоит. Лусерия, однако, замечает, что Белли двигается медленнее, чем обычно, и он признает, что все еще привыкает к своему текущему уровню. Затем он со слезами на глазах умоляет остаться с Каем, выражая желание служить принцессе Лусерии и принцессе Сильфи. Как обычно, его лесть находит отклик у девушек. Затем Белли признается, что сейчас он, возможно, бесполезен, но обещает, что в конце концов станет мечом Кая и сделает все возможное. Кай соглашается оставить его, говоря, что он может быть медлительным, но достаточно сильным. Кай с нетерпением ждет совместной работы, а Белли с благодарностью его благодарит. Затем Кай решает проверить свои навыки, начиная с Белли. Он сражается с несколькими монстрами, специально позволяя своему здоровью опуститься до опасного уровня, чтобы посмотреть, как работает темное исцеление Белли. Когда он уже на грани смерти, он призывает Белли использовать заклинание. В тот момент, когда Белли произносит заклинание, Кай чувствует, как его тело исцеляется, но он быстро замечает, что его здоровье восстанавливается лишь немного. Белли объясняет, что темное исцеление предназначено в первую очередь для лечения травм, восстанавливая здоровье ровно настолько, чтобы человек не умер. Кай разочарован, потому что надеялся использовать темное исцеление вместе с умением Люсерии красота обжорства, чтобы усилить его эффект. Люсерия слышит это и предлагает попробовать, но Кай отказывается, говоря, что у него осталось мало здоровья. Люсерия, не привыкшая сдаваться, настаивает, что он не умрет мгновенно, и даже предлагает снова превратиться во взрослую форму. Кай, чувствуя опасность, пытается убежать, но в спешке спотыкается. Белли использует еще одно заклинание темного исцеления, чтобы вылечить рану Кая. На этот раз Кай замечает, что рана больше не болит, и начинает ценить умение Белли, понимая, что это сэкономит ему много зелий в будущем. Белли сияет от гордости, а группа отправляется на нижние уровни подземелья. Вскоре они встречают металлического голема, и Ари и остальные выходят вперед, чтобы показать свое мастерство. Хикари использует свое умение «Ледяной круг», чтобы заморозить голема, а Ари добивает его мощным ударом железа, разрубая пополам. Кай впечатлен их командной работой, но Ари предупреждает, что ее навык потребляет много маны, поэтому она не может позволить себе промахнуться. Затем они сражаются с 3 земляными големами, и Мика и Снэч получают возможность проявить себя. Мика использует танец иллюзий, чтобы обмануть големов, а Снэч атакует своим навыком ижа, точно поражая их. Кай замечает, насколько сильнее стала их комбинация, и решает, что пора проверить новую способность Сильфии. Когда они углубляются в подземелье, появляется еще больше монстров. Кай приказывает Сильфии использовать ее навык «Песнь воительницы» и говорит Лусерии и Беллу присоединиться к битве, потому что он хочет проверить, может ли навык Сильфии усилить его проповедь.
Затем Сильфия начинает петь, и когда ее голос наполняет воздух, появляется неземной ангел, благословляя Кая и его слуг мощными бафами. Они сразу же ощущают прилив сил, и им становится легче предугадывать движения монстров. У следующей волны врагов нет шансов. Они все погибают от одного удара каждого из них. После боя Вайсия взволнованно говорит Каю, что почувствовала заметное усиление своей силы. Хотя и не так сильно, как эффект от красоты обжорства, но она определенно стала сильнее, и Кай рад, что навык Сильфии помогает и его слугам. Он поворачивается к Беллу, чтобы узнать его мнение, но Белл смущенно признается, что не почувствовал никакой разницы. Ари предполагает, что эффект навыков может зависеть от уровня доверия, и Белл немного расстраивается. Но Ари говорит ему не унывать. Всегда есть время, чтобы укрепить доверие. Остальные члены группы присоединяются к нему, подбадривая, и Белли чувствует прилив решимости. Он с гордостью говорит, что, хоть и начинал как арьергард, теперь стал рыцарем с хорошим владением мечом, может быть еще более грозным. Он намекает, что с хорошим мечом ему будет проще, и Кай просит его подождать. Кай ненадолго уходит и возвращается с мечом. Он протягивает его Белли и спрашивает, сможет ли он лучше сражаться с этим оружием. Белли понимает, что это меч-бастард, и сначала ничего не говорит, но остальные спрашивают, нравится ли ему. Но тут, к всеобщему удивлению, глаза Белли наполняются слезами. Он очень рад, что у него наконец-то есть настоящий меч. Он клянется, что будет стараться изо всех сил, и тут же проверяет меч на монстрах. Он с легкостью расправляется с ними, и все поражаются его мастерству. Потом Белли отдает Каю собранные ими магические кристаллы, говоря, что теперь, когда у него есть настоящий меч, он чувствует себя еще более мотивированным. Кай благодарит его за усердную работу, и это еще больше поднимает Белли настроение. Кай спрашивает, может ли Белли научить его фехтованию, и Белли с радостью соглашается и предлагает начать прямо сейчас, но Кай неохотно признается, что сегодня ему нужно уйти пораньше. Сильфи и Мусерия интересуются, почему. Кай пытается отшутиться, но Ори говорит правду. Дело в том, что завтра у них дома будет учебная группа. Служанки надуваются явно разочарованные, но Кай извиняется и обещает девочкам и Белли скоро вернуться. Затем сцена меняется, и мы видим, как Кай, его друзья и Кацу приходят в дом Эри, и все они поражены его размерами. Мейка и Хикари подъезжают на своих машинах и, войдя в дом, оказываются в лесу, который кажется бесконечным. Они не понимают, где находится сам дом. Они видят девушек, которые спокойно сидят в машине, направляющейся к дому, и Кай спрашивает, можно ли им тоже поехать с ними. Но девушки указывают им на тропинку, предназначенную для мужчин, и парни не верят, что им придется идти пешком. Позже девушки встречают Ари в ее доме, и Кацу не может удержаться от комплимента, сказав, что ее дом очень элегантный. Ари любезно принимает комплимент и объясняет, что ее дом был построен для тренировок и совершенствования техники. Она показывает дадзя для тренировок, водопад для успокоения разума и сад для физических упражнений. Она добавляет, что холм идеально подходит для развития силы, и она каждый день тренируется там. Когда парни наконец добираются до дома, они совершенно измотаны, но Ори невозмутима и предлагает сразу приступить к занятиям. Парни, едва отдышавшись, шокированы, потому что надеялись хотя бы немного отдохнуть. Эри ведет их в додзе, и они недоумевают, почему они здесь. Они думали, что она отведет их в свою комнату, но она объясняет, что ее комната недостаточно большая для всех. К тому же, ей нравится тренироваться с копьем здесь, на случай, если ей нужно будет сосредоточиться, а если они не смогут сосредоточиться, то всегда есть водопад. Парни переглянулись, уверенные, что только Ари может такое делать. И вот они все вместе приступают к занятиям. Все рассаживаются по местам, и Кай пытается сесть рядом с Кацу, но это место уже занято. Ари, как всегда, предлагает ему сесть рядом с ней. Кацу не может сдержать ревность, видя их вместе, и Ари тут же спрашивает Кая, какой предмет он хочет взять первым. Кай выбирает математику, и Ари тут же предлагает помочь ему. Тем временем ревность Кацу усиливается, особенно когда она видит, что они слишком близко друг к другу. Хикару просит Кацу научить ее, и Кацу соглашается, но тут вмешивается Шинджи, предлагая свою помощь. Хаэта быстро затыкает его, говоря, что он просто мешает, и утверждает, что Икари может попросить помощи у него, ведь он во всем разбирается. Кай, заметив напряжение, шутит, что Шинджи и Хаята практически одинаковые, и Хикари настаивает на том, чтобы учиться у Кацу. Кай думает, что Кацу отлично справится с обучением Хикари, потому что она всегда была заботливой и доброй. Его друзья на заднем плане подразнивают его, говоря, что он хорошо знает Кацу, и что она тоже милая. Это немного злит других девушек, поэтому Кай быстро объясняет, что они с Кацу не просто друзья детства. Через некоторое время девушки начинают отвлекаться на учебу, и Эри предлагает сделать перерыв и сходить к водопадам. Мальчики сомневаются, ведь сейчас зима, но когда девочки соглашаются, друзья Кая тоже присоединяются, и Каю ничего не остается, кроме как пойти с ними. Сцена переносится к водопадам, где мальчики сразу замечают, что вода ледяная, но девочкам кажется все равно. Они первыми заходят в водопад, чтобы немного остудить голову, прежде чем выйти.
Эри спрашивает, как они себя чувствуют, и они отвечают, что теперь их мысли немного прояснились. Кай проверяет, как там Кацу, и она уверяет его, что с ней все в порядке, но он не может не заметить, как мило она выглядит в промокшей одежде. Затем наступает очередь мальчика, и они смело заходят в ледяную воду, но вскоре сдаются. Когда все вечером собираются вместе, Шинджи и Хаэта шутят, что ледяной водопад смыл все, что они учили. Девочки, наоборот, веселятся и уже планируют следующую вылазку. Ребята замечают, что все стали намного лучше ладить, и Кай немного успокаивается. На следующий день Люсерия и Сильфи замечают, что Кай вместо того, чтобы заниматься, плескался в водопаде. Девочки подтверждают это с улыбкой, говоря, что благодаря этому они сегодня в отличной форме. Хикари добавляет, что такими темпами они быстро доберутся до 10-го этажа. Но слуги не в восторге от того, что пропустили веселье, поэтому Люсерия решает быть полезнее Ори и остальных, пока они идут вперед. Пока они продолжают путь, Мика отводит Хикари в сторону и мягко напоминает ей, чтобы она не переусердствовала. Хикари отмахивается, говоря, что в последнее время она отлично проводит время. Она хочет, чтобы эти дни длились вечно, и тихо признается, что мечтает стать героем. В этот момент Сильфи чувствует приближение монстров. 2 серебряных орка и человек-ящер. Кай быстро приказывает Сильфи исполнить песню о прекрасной деве, повышающую характеристики всех членов группы. Затем Хикари замораживает монстров ледяным кругом, Белли атакует человека-ящера, Ори и Кай быстро расправляются с серебряными орками. Появляются новые монстры, но Мика и Снэч справляются с ними слаженной атакой. Ари присоединяется к битве, и вместе с Каем и Белли они быстро расправляются с оставшимися врагами. После боя Кай удивляется тому, как легко они расправились с монстрами на 9-м этаже, но Люсерия расстраивается, что не смогла помочь. Она выпаливает, что тоже хочет быть полезной, и Кай успокаивает ее. Затем он раздает магические кристаллы всем своим слугам, а Икари с надеждой на лице желает, чтобы они и дальше наслаждались такими моментами. Затем группа подходит к лестнице, ведущей на 10-й этаж, и Кай колеблется, не зная, стоит ли им идти дальше. Хикари уверенно настаивает, что стоит и идет первой, но внезапно ей становится плохо, и она падает. Остальные встревожены, когда видят, что у нее изо рта идет кровь, и Мика со слезами на глазах отчаянно умоляет Хикари очнуться. История переносится на 2 года назад, когда парень просит Мика сыграть с ним в карточную игру. Она говорит ему называть ее королевой своим игровым ником и соглашается на его вызов. Собирается толпа, чтобы посмотреть на королеву карточных игр. Затем они обсуждают, что этот парень, Айдзава, уже много раз бросал ей вызов, и мы узнаем, что Айдзава бывший чемпион и не хочет уходить с поражением. Затем Мака побеждает его, и Айдзава требует реванша. Она говорит ему, что он зря тратит время, но он огрызается, утверждая, что она выигрывает только потому, что у нее все редкие карты. Мика возражает, что это не так. Она лучше всех знает, что наличие редких карт в колоде не гарантирует победу. Главное — понимать характеристики карты и играть соответственно. Исо уходит расстроенная, а Мика вспоминает, как ей было скучно раньше. Она была уверена, что больше никогда не будет радоваться жизни, пока не появился автомобиль и не вызвал ее на состязание. А сейчас мы видим, как Хикари лежит в больнице, а Мика сидит у ее кровати. Эри пытается успокоить ее, говоря, что врач сказал, что с Хикари все будет в порядке после отдыха. Она предлагает уйти на весь день, но Мика настаивает на том, чтобы остаться подольше. Эри говорит, что Хикари не проснется сегодня из-за лекарств, но Мика не уходит. Кай предлагает использовать дорогое зелье, чтобы все исправить, но Мика возражает, что зелья могут лечить только травмы, а не болезни. Они спрашивают, знает ли она что-то о состоянии Икари, но прежде чем она успевает ответить, приходят родители Икари. Мика извиняется за то, что случилось с их дочерью, но они настаивают, что извиняться не за что. Они благодарят Мика за то, что она проводит время с Хикари. Они также благодарят Кая и Эри, добавляя, что с тех пор, как их дочь познакомилась с ними, она стала больше радоваться жизни в парке. Мика вспоминает, что еще вчера Викари была полна жизни, а сейчас видеть ее такой невыносимо, и убегает. Ари и Кай бегут за ней и находят ее на крыше. Мика вспоминает, как 2 года назад она приняла вызов Хикари. У них была захватывающая игра, и Мика заметила, что колода Хикари очень похожа на ее собственную, полную редких карт. Она удивилась, как такое возможно, и решила, что Хикари должно быть из богатой семьи, и она начала симпатизировать ей. Они продолжали играть, и Мака объяснила, что ее колода тщательно настроена под агрессивный стиль игры, в то время как Хикари казалась более осторожной. Мака сделала последнюю ставку, предложив Хикари собрать колоду, которая больше подходит ее стилю игры. Хикари призналась, что хотела такую же колоду, как у Мика, потому что она была ее фанаткой, и Мика это польстила. Но Мака настаивала, что ее колода не подходит Хикари, и предложила помочь ей собрать другую. Хикари была в восторге, и с этого момента они стали друзьями. Мика вспоминает, что в тот день они вместе собирали новую колоду Хикари, и с тех пор ей никогда не было скучно. Потому что она проводила все время с Хикари, и она верила, что они всегда будут вместе. Они даже решили вместе участвовать в турнире, разработали стратегию и выиграли после нескольких сложных матчей. Когда они стояли на сцене и получали награду, Хикари внезапно упала в обморок. Мика была в отчаянии и повезла ее в больницу на носилках.
По дороге Хикари пыталась рассказать Мика о своем состоянии, но потеряла сознание, не успев договорить. Позже приехали родители Хикари, которые очень волновались, узнав, что она в больнице. Отец Хикари рассказал Мика, что на самом деле происходит с Хикари, и Ари узнала, что Мика знала об этом с самого начала. Кайдан спрашивает, что с Хикари, но Ари предлагает не заставлять ее рассказывать. В этот момент приходит отец Хикари и решает все объяснить. Он говорит, что состояние Хикари со временем приводит к полному отказу органов, и это не лечится. Даже современная медицина бессильна, и их предупредили, что если она снова потеряет сознание, то может не дожить до Нового года. Друзья Хикари в отчаянии от этой новости, поэтому Кай спрашивает, знает ли Хикари о своем состоянии. И ее отец подтверждает, что знает, говоря, что у нее острый ум, и она сама спросила об этом. Ари вспоминает, что, несмотря ни на что, Хикари никогда не выглядела больной, она всегда была полна энергии, когда они были вместе. Мика объясняет, что это из-за лекарств, которые подавляют симптомы, и из-за повышения характеристик, которые они получают в подземелье. Отец Хикари в шоке, узнав, что его дочь ходит в подземелье, особенно потому, что она говорила родителям, что просто гуляет в парке по выходным. Мика извиняется, что скрывала это от него, но он успокаивает ее, говоря, что, наверное, так хотела Икари. Кай удивляется, почему Икари, несмотря на свое состояние, рискует ходить в подземелье. Мака объясняет, что, узнав о ее состоянии, она провела небольшое расследование и узнала о чудодейственном лекарстве под названием эликсир, которое якобы лечит любую болезнь. Говорят, что он спрятан в подземелье и продается на черном рынке за сотни миллионов иен. Вскоре после этого неожиданно появилась Хикари, и Мика была потрясена, увидев ее не в больнице, поэтому Хикари сказала, что сбежала. Мика уговаривала ее немедленно вернуться, но Хикари спросила, не собирается ли она пойти в подземелье, чтобы найти эликсир, но Мика отказалась. Хикари сказала, что видит ее насквозь, и Мика поняла, что Хикари собирается пойти с ней. Мика сказала, что Хикари тоже не умеет хранить секреты, и рассказала ей, что подземелье слишком опасно. Она не хотела брать Хикари с собой, но Хикари была настроена решительно и не хотела отпускать Мика одну. Они начали спорить и решили выйти на улицу, чтобы не привлекать лишнего внимания. Когда они вышли, Икари сказала, что если они найдут эликсир, то смогут помочь в медицинских исследованиях. Она верила, что если у них получится, то это поможет вылечить любую неизлечимую болезнь. Мика удивилась, а Хикари призналась, что тоже хочет найти эликсир, но если они его найдут, то это принесет счастье многим другим. Она была уверена, что это поможет бесчисленному количеству людей, и, услышав это, Мика согласилась исследовать подземелье вместе с ней. Обрадованная Хикари обняла Мика и сказала, что это единственное, что она может сейчас сделать. Они пообещали найти эликсир вместе и решили сначала сходить на лекцию исследователей. Хикари сказала, что если у них получится, она станет героем для тех, кто страдает от болезней, и Мика поддержала ее, сказав, что она точно сможет это сделать. Остальные вскоре узнали всю историю, и Мика сказала, что Икари беспокоится не только о себе, но и о других. Она объяснила, что Икари такая, и поэтому она не могла оставить ее одну. Мико извинилась перед отцом Икари за то, что не рассказала ему раньше, но он успокоил ее и сказал, что рад, что у его дочери есть такая подруга. Он поблагодарил Мика за то, что она исследовала подземелье с Хикари, и Мика скромно ответила, что она просто сделала все, что могла. Кай вдруг понял, что уже слышал эту фразу раньше, и Мика добавила, что, как и Хикари, хотела стать героем для больных, она хотела быть личным героем Кая и Ори. Она извинилась перед Каем и Ори за то, что не рассказала им о болезни Икари, но они сказали, что все в порядке, они бы поступили так же. Они оба пообещали помочь найти эликсир, хотя Мика предупредила, что не уверена, существует ли он на самом деле. Ари настаивала, что поверит в это, потому что Хикари верит, и Кай согласился, сказав, что всегда думал, что эликсир — это просто легенда. Но теперь он хочет увидеть его своими глазами. Ари предложила отправиться вглубь лабиринта, уверенная, что монстр, у которого есть эликсир, будет на нижних этажах. На следующий день они втроем отправились на 10-й этаж, где наткнулись на группу верблюдов. Сильфи использует свою песню, чтобы повысить характеристики всех, а Кай приказывает Мик разобраться с монстрами справа, а Эри — с теми, что слева. Он решает сам разобраться с теми, что в центре, но Белли встает и предлагает занять его место. Кай соглашается, и Лусерия спрашивает, что ей делать, и он говорит ей оставаться наготове. Команда рассредоточивается, а Рез быстро побеждает своих противников с помощью своих навыков, Мика сбивает врагов с толку иллюзиями, позволяя Снетчу прикончить их, а Белли уничтожает своих противников мечами. Они понимают, что ни у одного из монстров нет эликсира, и Кай замечает, что найти такое чудо, лекарство, будет непросто, поэтому они решают продолжить охоту на монстров. Тем временем Лусерия все еще потрясена новостью о неизлечимой болезни Хикари. Софи говорит, что ей не терпится найти эликсир, а Кай вдруг замечает, что в подземелье очень жарко. Мака удивляется, ведь здесь нет солнца, но Ари пожимает плечами и говорит, что в подземелье всегда так. Кай спрашивает Сильфи и Лусерию, не жарко ли им, и они подтверждают, что да, но они привыкли к таким экстремальным температурам. Белл ревниво спрашивает, не собирается ли Кай проверить и его, но прежде чем Кай успевает ответить, Белл чувствует, что рядом монстр. Он предупреждает Кая, что монстр прямо под ним, и внезапно из песка выскакивает монстр и хватает Кая.
Лусерия готовится выпустить свой адский огонь, чтобы помочь ему, но Сильфи предупреждает, что она может сжечь и их хозяина. Мико быстро использует заклинание иллюзии, чтобы монстр отпустил Кая, и прежде чем Лусерия успевает нанести удар, Белл вмешивается и приканчивает существо. Лусерия так злится, что Белл украл у нее момент, и они начинают спорить, но Кай вмешивается и успокаивает ее, обещая, что она сможет справиться со следующим Англстром. Позже они навещают Акари, которая шутит, что хотела бы увидеть, как Кая схватит монстр. Кай думает, что это последнее, что он хотел бы, чтобы люди видели. Но Икари тоже хочет увидеть сердитое лицо Лусерии. Мака и Эри хихикают, говоря, что это было довольно мило, и Хикари надеется, что скоро ее выпишут из больницы, и она вернется в подземелье. Мико кивает, но позже мы видим, что она плачет, не понимая, как Хикари может улыбаться, зная о своем состоянии лучше, чем кто-либо другой. Кай успокаивает ее, говоря, что ее машина уже здесь. Мика провожает Кая домой, но перед уходом напоминает ему, каким героем она хочет стать. Она говорит, что сейчас Хикари нуждается в ее защите, и Каю кажется, что он уже где-то слышал эту фразу. Позже Кацу звонит Каю и спрашивает, навещал ли он Икари. Кай подтверждает, что навещал, но признается, что не может рассказать ей всю правду о болезни Икари. Затем он вспоминает, как Кацу назвала отца лжецом, потому что тот продолжал спускаться в подземелье, хотя обещал ей этого не делать. Отец объяснил, что даже если он не будет исследовать подземелье, кто-то другой должен будет раскрыть его секреты, и он хотел быть этим человеком ради всех. Затем Кай говорит Каху, что перезвонит ей позже и понимает, что у него еще есть время до закрытия подземелья. Затем мы видим, как Кай возвращается в подземелье, где Белли чувствует присутствие еще одного врага. Кай предполагает, что это тот же монстр, что и раньше, но быстро понимает, что это что-то другое, когда существо появляется из-под земли. Затем он думает об отце Кацу и решает, что тоже должен делать все возможное, чтобы стать героем. Позже мы видим, как Кацу замечает, что Кай возвращается домой из подземелья, явно уставший. Придя домой, он сразу идет в ванную. Его мама спрашивает, не слишком ли он занят на своей подработке, замечая, что он приходит домой поздно. Она просит его не переутомляться, и он обещает ей, что не будет, и засыпает в ванной. Затем сцена переносится в класс Кая на следующий день. Он опаздывает, извиняется перед учителем, который говорит, что он уже не первый раз опаздывает. Когда он садится на свое место, Кацу выглядит обеспокоенным. Позже одноклассники Кей обсуждают новый сериал, который вышел в подземелье, и говорят, что он очень хороший, и они посмотрели 5 серий за один раз. Кацу слышит, что друзья Кей собираются навестить ее в больнице, но она отказывается. Она просит их передать Хикари привет, и они соглашаются. Затем мы видим, как Кай и его друзья идут в парк, беспокоясь о нем, потому что он выглядит очень уставшим. Он говорит им, что просто хочет спать, и чтобы они не волновались. Когда они приходят в парк, его друзья идут к Икари, а Кай направляется прямо в подземелье, чтобы найти эликсир. Синдзи спрашивает Хаята, не помочь ли им Каю, но Хаята отвечает, что они только помешают, потому что они слишком слабые. Затем мы видим, что они остаются с Икари в больнице до вечера. Они играют с ней в карты, и она каждый раз выигрывает. Они шутят, что она слишком сильна, а Хикари гордо заявляет, что ее тренировала Мака. Хаята предлагает сыграть другую игру в следующий раз, но Синдзи уверен, что и в ней он проиграет. Тогда Хаята решает принести с собой видеоигру, но обнаруживает, что Икари тоже в ней отлично играет. Хакари начинает кашлять, и Хаята с Синдзи советуют ей отдохнуть. Когда они собираются уходить, Икари просит их поблагодарить Кацу за подарок, и они говорят, что Кацу очень волновалась за нее. Икари кивает, но ей грустно, что Кацу ни разу не пришла ее навестить. Хаята пытается объяснить, что Кацу не любит приходить в парк и смутно предполагает, что это как-то связано с толпой. Но он чувствует, что они что-то скрывают, и спрашивает, не связано ли Кацу с капитаном Кацураги. Хаята и Синдзи молчат, пытаясь сменить тему, но Хаята случайно проговаривается и спрашивает, откуда она знает о нем. Хикари отвечает, что в последнее время она много читает, и в одной из книг упоминался капитан Кацураги. Ей стало любопытно, потому что у него такая же фамилия, как у Кацу, и они похожи. Затем Хаята со вздохом признается, что капитан Кацураги на самом деле отец Кацу. Хикари не слишком удивлена и объясняет, что, судя по тому, что она прочитала, отец Кацу был первым капитаном специального подразделения по исследованию подземелий и считался героем. Он исчез после своего последнего сообщения, в котором говорилось, что он добрался до 41-го этажа. Поэтому она понимает, что Кацу избегает парка, потому что это напоминает ей об инциденте. Синдзи добавляет, что Кацу также беспокоится о Кае и остальных, которые исследуют подземелья, и Хикари чувствует себя виноватой, что добавляет ей переживаний. Но она все равно верит, что капитан Кацураги просто пропал, и есть шанс, что он жив. Она заявляет, что как только поправится, она доберется до 41-го этажа и даже глубже, чтобы найти отца Кацу. Она надеется, что если у нее получится, Кацу сможет приходить в парк без грусти, и, может быть, однажды они даже смогут вместе исследовать подземелья. Синдзи и Хагата говорят ей, что сначала она должна поправиться, и Хикари становится еще более решительной.
Тем временем мы видим, как Кай и девочки сражаются со сфинксом в подземелье. Софи начинает петь, повышая характеристики всех остальных. Сфинкс отвечает мощной огненной атакой, но Белис быстро рассекает пламя, а Лусерия использует адское пламя разрушения, нанося урон. Однако монстр не сдается и пытается контратаковать. Тогда Мика применяет иллюзию. Ари атакует следующий, а Мака и Снэч стреляют в существо. Наконец Кай делает шаг вперед и наносит последний удар своим магическим мечом. Когда монстр падает, Кай и его друзья повышают уровень. Сильфи и Белис хвалят их за победу, но Лусерия расстраивается, что повысили уровень только они. Белис пытается похвалить ее, но она резко отвечает, что он слишком молод, чтобы хвалить ее. Они замечают большой кристалл, выпавший из сфинкса, и восхищаются им, но их восторг угасает, когда они понимают, что это не тот эликсир, который они искали. Кай решительно решает идти дальше и добраться до ворот сегодня, но его спутники просят сначала перекусить, и он их кормит. Затем сцена переносится в оценщики, где они узнают, что заработали 4,59 миллиона йен за экспедицию в подземелье. Оценщица начинает делить деньги на троих, но Кай просит разделить их на четверых, включая Хикари, которая была с ними в команде. Она соглашается, и после этого Кай и его друзья собираются уходить из парка. На выходе Кай спрашивает девушек, не опасно ли им было спускаться в подземелье в будний день, и они уверяют его, что все в порядке, потому что у них не было других планов. Затем Мика выражает беспокойство, заметив, что Кай выглядит уставшим, и спрашивает, высыпается ли он. Кай отмахивается, говоря, что им не о чем беспокоиться, и направляется на станцию, пытаясь скрыть усталость на лице. Позже мы видим, как он смотрит сериал, о котором говорили его одноклассники в школе, надеясь узнать, как получить редкие предметы. После просмотра он понимает, что шансы получить редкие предметы возрастают по мере того, как они спускаются все глубже в подземелье. Поэтому он начинает читать о монстрах, которые появляются на 12 этаже. Затем сцена переносится в школу, где мы видим, как Кай спит на уроке. Учительница пытается его разбудить, но безуспешно, и ученики смеются над этим. Как только уроки заканчиваются, Кай пытается сразу же пойти в подземелье, но его одноклассники останавливают его. Они уговаривают его отдохнуть и не перенапрягаться, но он не слушает. Кацу тоже просит его сделать перерыв, говоря, что знает, что он делает все это ради Хикари. Она говорит, что тоже беспокоится о Хикари, но все равно хочет, чтобы он отдохнул. Несмотря на их беспокойство, Кай все равно упрямо уходит. Позже мы видим, как он стоит у входа на лестницу, ведущую на 12 этаж, со своими слугами. Они сомневаются, стоит ли им идти дальше, потому что других членов их группы здесь нет. Кай решает, что они пойдут дальше, но только разведать обстановку. Однако он так устал, что внезапно падает на землю, и его слуги тут же спрашивают, все ли с ним в порядке. Сильфи замечает, как он изможден, и Люциус тоже это видит, когда она присматривается к нему. Тогда обеспокоенный Бель предлагает им прекратить разведку на сегодня, и остальные соглашаются. Кай благодарит их за заботу, но настаивает, что все будет в порядке, ведь они просто осматривают местность. Он уверяет их, что они вернутся, если станет слишком опасно, и они спускаются на 12 этаж. К их удивлению, весь этаж покрыт льдом, и Кай понимает, что им нужно лучше подготовиться, чтобы исследовать эту местность. Он предлагает осмотреться, и Сильфи говорит, что не чувствует поблизости монстров. Они осторожно идут вперед, но Кай чуть не садится на лед. Люцерия думает, что могла бы растопить лед своим адским пламенем, но Кай быстро просит ее подождать. Они идут дальше и с удивлением обнаруживают, что в округе никого нет. Белль замечает, что здесь как-то странно и жутко. Кай решает, что им пора возвращаться, но тут Сильфи вдруг чувствует, что поблизости монстры, и их становится все больше. Она понимает, что это стадо, и они готовятся к бою. На них несется орда монстров, и Сильфи создает стену из железных оков, чтобы защитить всех. Она просит их бежать, и они убегают, а Кай несет Сильфи на руках. Монстры продолжают преследовать их, и Кай понимает, что им придется сражаться. Он просит Сильфию спеть свою песню, чтобы повысить характеристики всех, и Лусерия выпускает на монстров свой адский огонь. Но большинство из них успевают проскочить мимо огненного барьера. Кай и остальные вступают в бой с монстрами и убивают нескольких из них. Сильфия тоже решает присоединиться к битве, видя, что монстров слишком много. Она и Лусерия повышают свой уровень. Кай поскальзывается на льду, и один из монстров сбивает его с ног. Он быстро оказывается под натиском монстров, которые топчут его, не давая подняться. Его здоровье быстро падает, и Белл спешит на помощь. Он успевает вовремя, но Кай уже без сознания. Лусерия просит Белл взять Кая и бежать, и Белл спрашивает, что они собираются делать. Они собирают кристаллы, которые выпали из монстров, чтобы восстановить силы, и говорят, что используют свои новые навыки, чтобы сдержать монстров. Монстры нападают на них, и Сильфия с Лусерией готовятся использовать свои новые навыки. Лусерия выпускает свою адскую ярость, а Сильфия активирует суд богини. Мощная комбинация уничтожает оставшихся монстров. Когда угроза миновала, Белл пытается исцелить Кая с помощью своего темного навыка лечения, но Кай не реагирует.
Лусерия в панике садится на него и начинает хлопать по щекам, пытаясь привести его в чувство, но это не помогает. Сильфия, быстро сообразив, решает дать Каю зелье исцеления, но он не в состоянии выпить его сам. Не видя другого выхода, она вливает ему зелье в рот. Увидев это, Сирия начинает ревновать и делает то же самое. Так что две девушки продолжают поить Кая зельем, как будто соревнуются, кто больше поцелуев ему подарит. Белла ревнует и пытается присоединиться, но девушки быстро его останавливают, пока ситуация не стала совсем отвратительной. Наконец Кай открывает глаза, прежде чем приходит ФБР, и все с облегчением видят, что он очнулся. Он благодарит своих слуг за спасение, но его раны еще не зажили, и он снова теряет сознание. Затем мы видим, как Кая осматривает доктор в парке. Его друзья вбегают, чтобы узнать, как он себя чувствует. Они спрашивают, что случилось, и Хицугая сообщает им, что Кай попал в давку. Доктор говорит, что раны Кая хорошо заживают благодаря зелью, но советует ему отдохнуть. Хицугая не расспрашивает его, и девушки удивляются, что Кай выжил после давки. Мика спрашивает, все ли с ним в порядке, и Кай чувствует себя неуязвимым, признаваясь, что он был в ужасе. Позже они покидают больницу, и девушки предлагают проводить Кая домой, но он отказывается, говоря, что увидится с ними завтра. Уходя, он чувствует себя несчастным, понимая, что так и не нашел эликсир, и надеется, что Икари простит его за неудачу. Затем мы видим, как Кай сжигает все, что он собрал о капитане Кацураджи. Все записи, документы, любую информацию. Закончив, он идет к Кацу. Сначала он извиняется, признавая, что все это время не думал о ее чувствах, и, наконец, понимает, почему она так волновалась за него. Кай признается, что впервые за все это время он действительно подумал, что умрет в подземелье, и это напугало его. Теперь Кай понимает, что Икари долго боролся со своими страхами, а Кацуту боялась за него. Кай продолжает рассказывать, что его отец был героем, и он всегда хотел быть таким же, как он. Капитан Кацураги возглавлял специальную команду по исследованию подземелий и многого добился, но после того, как он пропал в подземелье. Люди ополчились на него, безжалостно критиковали и высмеивали. Кай помнит, как Кацу плакала из-за этого, и тогда он не мог найти слов, чтобы защитить отца. В глубине души он знал, что эти люди неправы, и это укрепило его решимость стать героем. Кай хотел завершить то, что начал капитан Кацураги, и раскрыть тайны подземелья. Не ради славы, а чтобы доказать, что капитан Кацураги был настоящим героем. Чтобы Кацу больше не грустила. Вот почему он смог продержаться 2 долгих года, сражаясь со слизнями. Но теперь он заявляет, что больше не хочет возвращаться в подземелье. Кацу, однако, не верит ему и говорит, что он лжет. Она признает, что хотя он и начал это ради нее, теперь все по-другому. Он делает это, потому что хочет помочь Икари. Она вспоминает, как однажды отец спросил, знает ли она значение слова «герой». Когда она ответила, что не знает, он объяснил, что изначально слово «герой» означало «защитник». Герой — это тот, кто может выдержать одиночество, тревогу и опасность. Тот, кто готов пожертвовать собой ради других. И это то, что мы называем героем Дан. Но тогда Кацу не поняла, что имел в виду ее отец. Он сказал ей, что однажды она поймет, что он тоже хочет сделать что-то хорошее для кого-то. И теперь она наконец это понимает. Она объясняет Каю, что отдать всего себя ради кого-то — это и значит быть героем. Она говорит Каю, что он не просто второстепенный персонаж, он уже герой. Он — герой Хикари, и он также ее герой. Кацу признается, что не хочет, чтобы он возвращался в подземелье, потому что это заставляет ее волноваться, и это ужасно. Но если он сейчас остановится, они оба будут жалеть об этом. Она убеждает его вернуться в подземелье и спасти Хикари. Кай колеблется, признаваясь, что не знает, насколько глубоко ему придется спуститься, чтобы найти эликсир, и существует ли он вообще. Но Кацу решительно улыбается и говорит ему делать все, что в его силах. Вдохновленный ее словами, Кай благодарит ее и берет за руку. Кацу краснеет от неожиданного прикосновения, и он говорит ей, что она дала ему возможность снова сражаться. Она улыбается и просит его пообещать, что если он пойдет, то вернется целым и невредимым. Кай кивает и обещает вернуться. На следующий день, снова оказавшись в подземелье, Кай предлагает свою идею по охоте на слизней. Он объясняет, что если он действительно может притягивать что угодно, как сказала Ари, то слизни могут быть самым быстрым способом найти эликсир. Он напоминает им, что именно так ему удалось заполучить Сильфи и Лусерию. Но Мика, ограниченный общепринятыми представлениями, настаивает, что редкие предметы можно найти только на нижних этажах. Ари возражает, указывая на то, что Кай получил свой волшебный меч на 5-м этаже, а Сильфи и Люсерию встретил на 1-м. Сильфи соглашается со своим хозяином и спрашивает, знает ли он о законах причины и следствия. Когда Кай признается, что не знает, она объясняет, что все происходит по какой-то причине. Без причины ничего не происходит. Она добавляет, что ее хозяин здесь, потому что у него есть цель, и поэтому он встретил их всех. Теперь они все связаны одной стеной. Она обещает, что они всегда будут вместе и что она будет следовать за ним, несмотря ни на что. Люсерия соглашается с идеей Сильфи, хотя Мика и Ори не понимают, к чему она клонит. Тем не менее, они решают следовать плану, потому что хотят помочь Икари. Они начинают охотиться на слизней с неутомимой энергией, уничтожая их, как будто завтрашнего дня не будет. Но, несмотря на все усилия, они не находят редких слизней, только бесполезные кристаллы.
Однажды Шинджи и Хаята решают присоединиться к охоте, и Сильфи рада познакомиться с друзьями Кая. Каждый из слуг Кая представляется, и Мика искренне благодарит их за все, что они делают для Хикари. Они продолжают охотиться на слизней, но результаты разочаровывают. Все, что они получают, это немного опыта и горсть магических кристаллов. Через некоторое время они делают перерыв и награждают своих слуг, давая им кристаллы за их усердную работу. Эй вздыхает, говоря, что редко удается получить что-то ценное от слизней. Чтобы разрядить обстановку, Шенджи поздравляет всех с наступающим Рождеством, ведь праздник уже совсем скоро. Хаята с улыбкой добавляет, что было бы здорово, если бы Санта смог принести им тот самый эликсир, который они ищут. Слуги выглядят озадаченными, они не знают, кто такой Санта. Кай быстро меняет тему, предлагая устроить рождественскую вечеринку, и его друзья с энтузиазмом соглашаются. Они решают принести в подземелье праздничную еду. Кай добавляет, что нужно позвать Хикари, и Мика радостно соглашается, говоря, что для этого им нужно найти эликсир. В этот момент Сильфи чувствует чье-то присутствие. Группа следует за ней и видит радужную слизь в глубине подземелья. Мика пытается подбежать к ней, но Кай останавливает ее, призывая всех быть осторожными. Он говорит, что у них может больше не быть такого шанса, и они осторожно перекрывают все пути к отступлению. Сильфи и Мусерия делают первый ход, атакуя радужную слизь своими особыми способностями. Но она ускользает, избегая их атак. Остальные быстро присоединяются, но проворное существо уворачивается от них и отчаянно ищет выход. Группа приближается, окружая слизь, и, наконец, совместными усилиями им удается загнать ее в угол и убить. Затем сцена переносится в больницу, где мы видим, как Мика и Эри поспешно выносят Хикари на носилках. Доктор бежит за ними, требуя объяснений, но они говорят, что все объяснят позже. Родители Хикари, видя их настойчивость, решают довериться им и смотрят, как они несут Хикари в подземелье. Оказавшись там, Мика осторожно будет Хикари, и та открывает глаза, еще не до конца проснувшись. Кай показывает ей карточку служанки и объясняет, что она принадлежит королеве фей Титании, а Лусерия добавляет, что Титания – служанка, которая лечит. Мака взволнованно говорит Хикари, что Титания, возможно, сможет вылечить ее, поэтому Кай просит Хикари призвать Титанию и стать ее хозяйкой. Хикари сомневается, спрашивая, уверены ли они, что это хорошая идея. Они кивают, извиняясь за то, что не смогли найти эликсир. Но Хикари улыбается, благодарная за то, что они нашли что-то, что может помочь, поэтому она соглашается и призывает Титанию. Появляется королева фей и сразу спрашивает Хикари, не она ли ее хозяйка. Хикари кивает и представляется. Затем Кай и Мика быстро объясняют, что их хозяйка очень больна, и спрашивают, может ли Титания ее вылечить. Титания осматривает Хикари и говорит, что не может полностью вылечить ее из-за своего уровня. Лусерия обеспокоенно спрашивает, неужели больше ничего нельзя сделать, а Эри замечает, что Титания сказала, что не может полностью вылечить Экари, но может быть она сможет вылечить ее частично. Титания подтверждает, что она может помочь в некоторой степени, и все с нетерпением просят ее попробовать. Кивнув в знак понимания, Титания направляет свои силы и начинает лечить Хикари. Через некоторое время Бусерия спрашивает Хикари, как она себя чувствует. Лицо Хикари озаряется улыбкой, когда она легко встает и даже начинает двигаться, как обычно. Переполненная радостью, Мейка крепко обнимает Хикари. Хикари, тронутая усилиями всех, благодарит их, говоря, что это лучший рождественский подарок, который она когда-либо получала. Она называет Мика своим героем и добавляет, что все присутствующие тоже ее герои. Она также благодарит Титанию, которая рада ее добрым словам. Титания улыбается и говорит, что с нетерпением ждет возможности служить своей новой хозяйке. Позже мы видим, как Кай объясняет все Кацу. Он говорит ей, что магия восстановления Титании будет действовать только год. Но Титания упоминала, что когда она достигнет нужного уровня, она сможет использовать мощную магию восстановления под названием Адризель, которая при определенных условиях может исцелить все физические аномалии разом. Поэтому Кай объясняет, что их главная цель либо найти эликсир в течение года, либо помочь Титании набраться сил, чтобы использовать дождик из яиц. Он говорит Кацу, что поэтому он и дальше будет спускаться в подземелье. Кацу спрашивает, помнит ли он обещание, которое дал ей и Кайнару, и уверяет ее, что он вернется целым и невредимым. Кацу улыбается и желает ему удачи. Они стоят вместе и начинает идти снег. Она смотрит на падающие снежинки и желает ему счастливого Рождества, а он отвечает тем же. Затем Кай пытается набраться смелости и признаться ей в своих чувствах. Но как только он собирается заговорить, внезапно появляется мать Кацу, которая никогда раньше не показывалась. Она зовет Кацу домой, чтобы та не простудилась, и Кацу идет обратно. Действие переносится на Новый год, когда Кай и Кацу вместе идут в храм, чтобы помолиться. После этого Кацу спрашивает Кая, что он загадал, и Кай признается, что он молился о том, чтобы безопасно исследовать подземелье. Кацу, немного раздраженная, говорит ему, что пора перестать зацикливаться на подземелье и загадать что-нибудь нормальное, например, сдать вступительные экзамены. Кай смеется, понимая, что она права, но Кацу удивляет его, признаваясь, что она тоже загадала это желание. Позже мы видим Кая в подземелье с его командой, и он говорит всем, что сегодня они должны выложиться по полной. Викарий с решительным выражением лица обещает сделать все возможное для тех, кто страдает от болезней. Мика говорит, что она сосредоточена на поиске эликсира, Эри заявляет, что она намерена понять истинный смысл силы.
А Титания говорит, что готова отдать все, чтобы исцелить своего хозяина. Шинджи и Хаята тоже говорят, что готовы на все, и группа отправляется дальше в подземелье. По мере продвижения вперед, рассказчик наконец-то дает некоторую предысторию. 13 лет назад по всему миру начали появляться таинственные подземелья, и сегодня Кай и его друзья продолжают исследовать эти загадочные места. В финальной сцене группа сражается с могущественным драконом, и Кай полной решимости клянется себе и своим товарищам, что однажды станет настоящим героем. Это был последний эпизод, подписывайтесь, чтобы узнать больше.